Привет, народ. Ну чё, смотрим мы сегодня Blizzcon 2023. Внезапно, да. Ну как внезапно? Для некоторых внезапно. Короче, хотел я сегодня начать вовремя, в 21 час. Сегодня, к сожалению, не получилось. Я только-только домой забежал. Весь злой, как не знаю, мокрый. Хотя на улице ж холодрыга лютая. Господи, надеюсь, не заболею. Так, мы начали сегодня на 50 минут позже, чем планировали. Уже 50 минут, как идет Blizzcon. Но мы его в любом случае начинаем смотреть с самого начала. Потом, скорее всего, мы догоним его где-то ближе к дипдайву по World of Warcraft. Потому что сначала у нас церемония открытия, потом дипдайв по Warcraft. Короче, расписание большое. Поэтому погнали смотреть. Если какие-то моменты будут неинтересны, мы их просто нахер проматываем. Погнали. Вот так вот. Все. Устраиваемся поудобнее и смотрим. Ну, блин, отсчет, ну, ребят, ну, серьезно. Так, качество. А чё, 1440p нет? Серьезно? Эй, Dragonflight, господи. Этот ваш Dragonflight? Я, знаете, даже не знаю, субтитры оставить, нет? Сейчас... А, я понял. Это у меня что-то упало, сорян. Короче, в жопу субтитры. Если будет что-то важное, я переведу. Я тут, может быть, буду немножко хрустеть, извиняюсь. Я хочу под перекус тоже посмотреть. Так что да, заваривайте чаек, смотрим. Надеюсь, это будет весело. Но у меня тут тем временем кальмарочки. Вкуснотища рекомендую. Ох, уже этот Warcraft Rumble. Warcraft Arclight Rumble. Хуета позорная просто. Это теперь не Blizzard, это Game On? Game On. Ну вы поняли. Please welcome the president of Blizzard Entertainment, Майк Ибара. Приветствуем президента Blizzard Майка Ибара. Майка. Я имел в виду, приветствуйте его. Ну, короче, вы поняли. Майк Ибара. Слушайте, как вы думаете, может скипнем то, что он будет тут и говорить, а? Ну, приветствие. Hello, Blizzcon. Привет. You know, it is so good to be back in person finally. Предыдущие президенты были крутые. Чел, ты речь забыл? This so much. That's too damn long. Про то, что Близкона долго не было. Как обычно пытаются толпу завести. Кстати говоря, толпа огромная. Надо отдать должное. But to share it in person with all of you, meeting you all face to face, we do. Thank you all for being here. Да. Давай быстрее, слушай, чувак, у тебя огромные паузы. Ну, типа, серьезно. Камон. We have tens of thousands of you here in Anaheim, California today. 10 тысяч на стадионе. Ну или не стадион, арена, зал. Много. Да, это мы, кстати. Это мы смотрим сейчас. Так, сейчас что-то звук немножко может наложиться. Заранее извиняюсь. Whether you're a hardcore or a casual gamer, or if it's been a while since you picked up one of our games, we're here to show you the Blizzard we are today, and the Blizzard we are becoming. But BlizzCon isn't just about the latest updates from Blizzard. Это ж какими близцами вы хотите стать, ребят? Ну-ка, Players are at ну-ка. the forefront of everything we do, and we're devoted to supporting these incredible communities. Communities you can be proud of to be part of. All of us. Ну, вы послушайте, я просто еще толком не успел рабочую станцию для стрима подготовить, сорян. The person sitting next to you or watching online and chat with you could be your next guildmate, teammate, or lifelong friend.
We all have this in common. Болтают, болтают. I've always felt Суть давай. Blizzard brings players together a little differently. Our players have made connections that span continents, languages, and generations. We all have that one story, that incredible play of the game, that clutch card draw, or that raid encounter. I've been there too. I know many of us. Рассказывают, какой же он тоже крутой игрок. Функционеры Blizzard крутой игрок, да, ну вы поняли. But who was there for us to celebrate our real life wins or to support us during a difficult time? That's certainly been true for me. Thanks to my experience playing Blizzard games over the last 25 years, I've met most of my best friends from all over. But some of them are here today. Не, ну в принципе, да, когда ты в игры играешь, это сейчас уже не просто про задротство, это про мультиплеер, про сообщество. Кто-то там и находил ближайших людей, жену, мужа. Всякое бывало. Я вон девушку бывшую тоже в игре в ММОшке встречал. Там познакомились. Вот весело было, кстати. Давненько дело было. Ладно. Это все болтовня. Ну, блин, Гевард, я только пришел. Я еще, понимаешь, я до сих пор не подготовил тут все. Как получилось? Я сейчас просто все это говно проматывать буду. Зато, понимаешь, в чем прикол? Мы можем 50 минут практически промотать. Ну как, если они будут нам неинтересны. Тоже плюс. Уже синематик показывают. Ну вот я увижу его тогда, когда увижу. И давай без спойлеров. Спасибо. Блин, чувак, реально заткнись. Кто? Да, конечно, Гевард, ага. Кто, блядь? Ха-ха-ха. Mass Effect. Очень смешно. Ага. А вот Филька... Ну да, вот Фильку, я думаю, можно послушать. Это капец. Они только купили Blizzard. Только купили. И уже выходит SEO Microsoft Gaming. Окей. Да, хозяин, буквально. Ну, не-не-не. Технический хозяин — это лысый из Microsoft, Сатья Наделла. Филька — это хозяин Microsoft Gaming. А Сатья Наделла — это еще и его хозяин. Так что главный не пришел. Это как это, ну? Лакей главного, вот. Блин. Сушено вяленые кольца кальмара. Топ. Рекомендую. Ладно. Походу все то же самое. Все то же самое пошло. Я сейчас пытаюсь понять, говорит он что-то важное или нет. Не, все такие же ободряющие слова и тому подобные штуки. Так что, видите, есть какой-то плюс в том, что я подопоздал на 50 минут. Мы можем кучу просто болтовни проматывать. Понятно. Я думал, кого-то нового пригласят. Иди в жопу.
I want to take a moment to thank our Blizzard team. Понятно. Пошли благодарности всем сотрудникам. Наверняка что-то про инклюзивность затирают, про то, какие они excited. Ничего плохого, конечно, в этом нет, но иногда они с этим перебарщивают. Сейчас хорошая обрезочка была. Мы хотим сказать спасибо нашим игрокам. Так, это чё? Overwatch что-то. Ну, блин. Overwatch, это, конечно, не мое. Или это просто нарезочка какая-то? Ух ты. А лук у Мерси классный. Кун. Как ее зовут даже, я не помню. Мерси. Ну вот это вот с херней пустой в грудаке. Я не помню, как ее зовут. Реально, настолько я не в курсе про Overwatch. Про героев Overwatch я знаю только с определенных специализированных сайтов. Все вы, думаю, ее понимаете, про каких сайтах идет речь. Если это не правило 34, ага. Именно оно. Так, ну, серьезно? Ребят, это уже не синематик, это не пойми что. Ну, сейчас будут про Overwatch 2 затирать, видимо. Гейм-директор Аарон Келлер. Вы знаете, я помню, я смотрел Blizzcon то ли в 2018, то ли в каком-то году, когда они только анонсировали... Ну и да, кстати, добрый вечер, в смысле. Что-то я совсем расслабился. Смотрел я то ли в 2018, то ли в 2019 год, когда они анонсировали второй Overwatch. Было круто тогда. Куча синематиков, куча всяких новостей, еще что-то. И после этого просто по наклонной. Куда-то просто смыли весь свой потенциал. Потенциал потанцевал, в общем. Он протанцевал мимо них. Даже сказать нечего больше. Понятно. Давай что-нибудь новое. Еще, кстати, это. Зацените у чувака рубашечку розовенькую. Сколько я там... О, чат. Я сократил отставание от основного эфира уже на 5 минут. Кальмары кончились. Буду что-нибудь другое. A dating sim, an actual dating sim, Loverwatch. Listening to your feedback is important to us. И зал просто... В зале тишина. Настолько им похер на все это. Полнометражку по Оверу посмотрел. Тоже, да. Меня Овер вообще не интересует. Но качество графики у них хорошее. Они настолько хорошие синематики делают, что... Ну, уже на полнометражку бы набралось. И я бы тоже с удовольствием посмотрел фильм какой-нибудь с сюжетом хорошим. Почему бы нет? Или сериал как Аркейн, да. Аркейн я, кстати, хоть и не досмотрел. Я где-то на середине остановился, но он охеренный был. Рисовка, сюжет, просто красота. Дион Роджерс, арт-директор. Новые костюмчики будет показывать, небось, да? Вон! Ха-ха-ха-ха. Excited. Еще один excited. Ладно. Это не новенький. Этот мужик работал над Overwatch еще до того, как у Overwatch появилось имя. Окей, это я уважаю.
Одна из любимых вещей, над которыми мы всегда любили работать, это создавать новых героев. А вы про хомяка это скажите, ага. Херня какая-то. Вон хомяк, пожалуйста, справа. То есть сейчас анонс нового героя, да? Sorry to keep you all waiting. But now that I'm here, let's have some fun. Yep, that's my name all right. Мауга. And this right here is Gunny. And she can light up the whole dance floor. Слушайте, а за этого мужика я б сыграл. Базированный чел. A real hothead. And when I fire Это такой, знаете, Зангиф из мира Overwatch. Только это музыка отдает вайбами Мааны. Помните, там в Маане, в мультике, был тоже такой вот очень похожий на этого чел. Мауи, что ли, да? Мауи. Вот я про него. Тоже татуировки такие. А, ну и, конечно же, нужно сиськами потрясти. Вот. Женщинам нельзя, а и мужикам можно. За это не банят. 2 сердца. Интересно. А, то есть он полукиборг у нас. Трапайте врагов. Ускорение какое-то. Кейдж файт. Бой в клетке. Дримкойл. Сайтинг Мазбима. Доброго вечера, доброго вечера. Ну и ник, конечно. Ничего не имею против, но прочитать его рехнешься. Похудеть веганской еда вполне, конечно, постоянно. Не знаю, откуда это сейчас внезапно влетело, но окей, допустим. Блин, мне неудобно, у меня тут мышка со жрачкой мешается. He was first introduced, you guys know, 4 years ago in a short story, and he's been the subject of a lot of fun theories. Ever since that first introduction, fans have been asking when he may become a playable hero. We're excited. We finally have our first. То есть они его давно представили, уже еще 4 года назад, но там были куча разных теорий и так далее, но они вот только сейчас его анонсировали как играбельного персонажа. Так, ну, и знаете, извините, для меня, к сожалению, вот это вот все по Overwatch 2 не особо интересно, поэтому давайте мы его болтовню немного промотаем. Тут уж сорян. Тут просто он рассказывает про... Репрезентация, чат! Куда ж без репрезентации? Нифига себе. Спасибо за фоллоу. Нарифух Драгал. Вау. Хороший ник, мне нравится. Лайк. Спасибо за фоллоу. Спасибо. Рольви Сателра. Да. У меня, знаете, раньше не было проблем с чтением ников. Сейчас такое ощущение, что они внезапно начались. Но все равно это респект уметь такие ники создавать. Доброго вечера. Спасибо, что пришли. Так, короче, репрезентация, все вот это вот. Ну, вы поняли. То, что я хотел сказать, у этого Мауги какой-то скилл специфический. Реально, как будто Дримкойл из Дота упу стырили. О, можно посмотреть что-то. У меня все стримы нормальные. А вот насчет Близзкона не уверен. Я еще не дошел до прямого эфира. Мы смотрим с запозданием на 43 минуты, что я надеюсь сократить. Ребят, вы что, думаете, мне интересно на Киберлигу по Overwatch смотреть? Она еще существует? Я, кажется, слышал по новостям, что Киберлига по Overwatch просто... Вот что от нее осталось. Но ладно. Допустим.
to where it all began. PSG LGD, что ли? Rallied behind World Cup Которые finals to всрали. start now. Ну, не PSG, да? Просто LGD Gaming, конечно, всрали сейчас на турнире по Dota 2. Please welcome Overwatch esports Ребят, host вы вообще откуда Zoe прилетели? Schmidt. Game is back рэпо. Ну, ББ. Окей. Wow. Fantastic to see all those Специфически memories одета, on the окей. big screen. Она у And we're нас here to make some more. What's up, Blizzcon? ответственная, получается, за спортивную часть по Overwatch 2. It's so great За to be back киберлиги. here after 4 years with the Overwatch World Cup. This event has always been Блин, не, а such a рубашечка special прикольная. event because it truly serves as a worldwide tribute to the beautiful and diverse Overwatch community. This weekend we get to celebrate Twitch шалит. teams and players Допустим. from around the world, each with their unique takes on the playstyles, their different personalities. We're going to see different metas emerge Ребят, even. прекращайте It's just very exciting to see говорить о familiar том, что не faces, относится big к теме household стрима. names in the competitive Overwatch scene take the stage, происходит? form those star-studded lineups. Мне Fearless, баны начать раздавать Super, или что? Gushue and the likes. But each year, we also get to witness new players Ой, emerging onto the знакомо. scene, taking the spotlight. Давайте спокойно It truly is a посмотрим. special event for a special community, and I'm Ивенты. very honored and truly happy to be part of it all. Now I know that all of you here in Anaheim and everyone watching at home is joining us from Короче, all over. esports. Among the Я не хочу слушать про United esports, States of извините. That's Просто болтовня. А, чё? by Вернули all of быстро. you, our passionate and amazing Меня что-то fans. это перемотало на начало. Сорян. Team will walk away with 43 of you. So once again, thank you so much. Опять куча слов благодарности. Вот у них опенинг церемония, они всегда, по-моему, такими вот про болтовню были. So tomorrow night we will be crowning the 2023 Overwatch World Cup champion as well. Please welcome back Aaron with a few more things to share on the game side. Так, главное еще по Overwatch 2 хочет что-то сказать. Окей, давайте. Thank you, Zoe. Nauga is awesome. Ну и да, розовую And the рубашечку World Cup заценили. matches all weekend will be Футболочку, so точнее. much fun. But Overwatch has another thing happening here at BlizzCon. Earlier this week, we launched a new limited time game mode. А, это то, что они... And special skins Это в as новостях part of an было. exciting collaboration Они with анонсировали Blizzcon, коллаб с one of the biggest K-pop какими-то, groups по in the сути, world. ноунейм айдолами, что ли. Everyone can jump in game right now to take part, as well as check out their brand new music video for Perfect Night. Так, And in honor of this collaboration, Только the давайте Seraphim это- will take the stage and perform in the arena tomorrow after the community слава night ends богу. around Слава 6 богу, p.m. мне звук не Pacific. придется выключать и не придется беспокоиться из-за копирайт-страйков на ютубе потом. Спасибо. Working on partnerships like this, or what we did with One Punch Man earlier Спасибо, this что year, забежал. are Спасибо. И за фоллоу, спасибо. incredibly fun. Yes. Спокойной ночи. They provide us, both the dev team and you, the players, a chance to experience some of our One favorite Punch Man? universes and artists What? through the unique А, style это of скин, что ли? Overwatch. And next year we have even more of Скинчики these for пошли. you all to geek out about. Sadly, we can't reveal what those are all just yet, but maybe there are some other things coming in 2024 that we could give you a hint about. Может быть, в 2024 еще что-то The выйдет, о Overwatch чем мы team можем рассказать. has never had such clarity of vision when it comes to the future. У нас никогда раньше не было настолько прекрасного видения будущего, как сейчас. Мы сейчас прекрасно знаем, над чем занимаемся, над чем хотим работать. Ну что ж, кто хочет посмотреть кое-что, над чем мы сейчас активно работаем? We are creating a brand new core PvP game mode, Clash. In this new competitive mode, there are 5 points positioned in a row. The center point starts as the first objective, and the teams battle back and forth. Загугли лучший стрим в мире, мне выдало это. Я правильно понял? Да. Лучший стрим в мире. База. Коллаборация была с One Punch Man. А, ну. One Pac-Man. Хорошая ошибка, Смирс, мне нравится. Так, чувак. Ты уже должен был что-то показать, пока я тут с чатом болтал. Давай, давай, давай. И весенний ивент, как это там, Cherry Blossoms, я не помню, как он по-русски.
Yes. Within the Clash mode, we are returning to the home of the Clash Shimada clan mode. with the new Hanamura map, Hanaoka. Ага, новая карта. Ханаока, опять-таки, я как человек далекий от Overwatch, я это вообще не в курсе. Overwatch is a highly Holiday competitive ornament. game, and in early 2024, we'll release a reworked version of our competitive system with all new competitive rewards. Компетитив-систему переделают. Это у нас с рейтингом связано, получается. С рейтинговыми катками переработают награды. Окей, наверное, это должно быть интересно. Egyptian mythology, witches, and even a mirror universe where heroes become villains and villains become heroes. And of course, Overwatch is nothing without its heroes. Mauga is the 39th hero in Overwatch. Overwatch ничто без we'll be releasing 3 more. Героев. And we want to give you a glimpse of 2 of them. A new damage hero Venture is coming in Season 10, and a support currently codenamed Space Ranger in Season 12. And this is just scratching the surface of everything we have in the works. Join us tomorrow here and online, where we go in depth on all of this in our Будет дипдайв завтра. Предоставим больше информации на режиме Clash, переработка компетитив системы, early gameplay footage adventure. Чего? Не совсем понял. But all of you at home can play Mauga all weekend in game, including quick play, going live все эти выходные concludes. Люди могут поиграть не только на выставке Blizzcon за нового героя, но и дома, после того, как закончится эта церемония. Мощно. Вот то, что они дают всем возможность поиграть, которые смотрят онлайн, это класс. А теперь у нас Диабло. Диабло я чуть-чуть получше знаю. Не настолько хорошо, как хотелось бы, но чуть-чуть уже получше. Ща. Вот эти вот... Ребят, про стримеров давайте. Не надо. Мне не интересно. Презентацию давайте. Сокращаем отставание. Сокращаем. Луис Баррига. Я угадал? А, чего? Род Фергюсон? Он у нас главный менеджер по Диабло? Серьезно? А, я что-то, наверное, слышал в новостях. Что его там назначили как-то фиксить, что-то еще, что-то. Это, по-моему, как раз после того, как первый сезон в Diablo 4 был всратый. Понятно, опять эксайтинг, опять благодарность, окей. Now, we strive to make Diablo as approachable and as accessible as possible, and watching clips like that make me and the team extremely proud. And of course, I love the tattoos. You know, I still can't believe over 1,000 people got permanent Diablo. Necro main for life! О! So, you know, we talk a lot about the last Blizzcon 4 years ago, and back then... Про татухи он что-то знает, видимо, точно. Hungry for even more experiences in that dark, gothic place caught between the high heavens and the burning hells, a little place we call Sanctuary. And in that time, I've been very fortunate to work with some of the best developers in the industry, people who love Diablo as much as the rest of us. And it was their passion and dedication to this universe that released a great new Diablo game every year for the last 3 years. Diablo 2 Resurrected brought the return of the classic that helped define the genre. Что? Resurrected? Вы хотели сказать Disconnected? So it was remastered for a new generation now for PC and console. And Diablo Immortal brought Sanctuary to mobile for the first time, bringing millions of new players into our universe. Ребят, про Diablo Immortal
Даже не fact, you might говорите. not know this, but 60% of Diablo Immortal Донатная players have помойка, never хуже played a которых Diablo даже game before. придумать нельзя. So we Не, really сюжет welcome хороший them to там, our насколько я universe. знаю. Но And все of course, остальное... there's Diablo Идите в 4. сраку, вот честно. Now, Так, ну и что ты нам хочешь про Diablo 4 сказать? it was that kind of excitement that made it the biggest launch in Blizzard's history, and it means so much to the team to see how you've embraced it. You know, we've played over 1.5 billion hours together so far, and it's your love for the game that drives us. 1,5 Thanks to you, миллиона we've modded a часов. lot of changes Это у over the нас last 5 сколько? months. In fact, our Миллион? patch Миллиард? notes for Я Season просто of не Blood, помню, our биллион это second по-русски season, миллиард? we're over Как-то никогда с такими 14,000 числами words не long, работал. because that is how much our community has influenced and will continue to influence the evolution of Sanctuary. And if you haven't yet made that leap into the darkest Diablo story ever told, now is the perfect time to pick your class, build your character, join Phil Spencer, and see what the hell it's all about. Присоединяйтесь к Филу With that, I'd Спенсеру. like to introduce Diablo 4's Выбирайте two класс и products. го играть. They help lead the teams who are building Вместе с everything we do руководителем today Microsoft and Gaming, everything ага. moving forward. Please welcome Tiffany Watt and Chris Wilson. А это кто? Тиффани Ватт и Крис Уилсон. Должности какие? Продакшн-директоры. Окей. Два причем. Эй, как им весело, да, вы смотрите прям. У меня, знаете, такое ощущение, что они разучились находить людей для таких вот трансляций. Ну, мужик, кстати, более-менее норм сейчас. В этом сезоне дадут новые активности, которые сейчас выходят. Новый ледер. That will also see the return of our kind of gross but farmable and rewarding friend Duriel, who you can go after for uber uniques that everybody's been, sieging for. Кто вообще играет в Diablo 4? Погнали дальше. 100, so you can fight them all. 40% faster than in Season 1. I know I've been taking advantage of that experience boost, and I have 2 characters in Season 2 already. Of course, all that leveling is about Буст getting получения that amazing XP. loot. So we've Левел also 100 на changed how item 40% power works. быстрее. Ну We've raised окей, the power допустим. cap, and it's now more closely tied to the Увеличенная level мощь monster you предметов. need to get it. The more challenging the fight, the better the loot. There's still lots of work to be done with reworking itemization. In fact, Чем it's one сложнее of our файт, тем highest лучше лут. Ага, priorities. конечно. But this, along with upgrades to some of our unique items, is a great first step. So please keep that feedback coming. Now let's talk about quality of life. Here's a few improvements that came directly from you. All of your renown rewards now carry over season to season and from the Eternal Realm. Все ренаун по награды, я ренаун не в курсе, как это переводится. Наверное, получаемые на постоянке, что ли, награды. Хрен его знает как-то. Короче, они переносятся из сезона в сезон теперь. Searching and filtering your stash is now possible, and your stash is now available in Поиск и every town фильтр in в Sanctuary. сундуке. Доступен в каждом городе в Санктуарии. World bosses appear almost twice as often, so you can die almost twice as often. Мировые боссы стали появляться And раза we've в 2 also freed up быстрее, some inventory space by making чтобы вы gems быстрее, and crafting точнее больше раз material to подыхали make even на more них. room for those uber uniques. Гемы для крафта, несите денежки. Those are just a few of the new additions already in the game, but we're not done with Season of Blood yet. In fact, starting next week, we'll introduce 5 unique class-specific rings that will let you relive some of the fun from Season of the Malignant. That's right, Necromancers. Once again, corpses will automatically do your bidding just by being in your presence. Новых колец для Then on классов. December 5th, we'll also be adding an enchanting preview to the Occultist. So this will allow you to see which affixes are possible before you spend your hard-earned Оккультист. gold. Но опять-таки я плохо знаю вселенную Диабло. It's just another way to give you even more control Основное, что over меня making just the интересует, right это build Warcraft. for the challenge at hand. Also on December 5th, Что-то as для promised, классика we'll have и что-то another для exciting актуалочки. new in-game activity. A 6-week event Аббатство called Зира, Abattoir of сезонный Seer. ивент. It's a highly replayable pinnacle experience
designed for players who have reached level 100, slain Uber Duriel, and mastered all of the other challenges that Season of Blood has to offer. То есть совсем какая-то жесть. Those who survive will attain a paragon glyph constructed of the vampire lords. Для тех, кто считает себя дико крутым. Abattoir of Zir starts difficult and only gets harder. And of course, as we near the end of Season of Хардкорный Blood, контент, ну it'll be окей. holiday time. Not only here, but in Sanctuary as well. Our first ever holiday event, Midwinter Blight, starts on December 12th. Ну, ивент зимний. Form the Fractured Peak, slay, and be sure to keep your eyes peeled for a mysterious red-cloaked terror. Так, отлично. Отставание сократилось на 10 минут. Осталось 40 минут отставания. Ну, мы сегодня долго здесь. Очень. У нас сегодня будет Deep Dive World of Warcraft, Deep Dive классики. Нам будет чем заняться. И послушать. Gauntlet with Leaderboards. Для меня Gauntlet — это перчатка. Watch out, Mike Ibarra. I am coming for you. No Hall of Ancients, where they're not where we are today. And while the live game is our #1 priority right now, we have a separate Diablo 4 team that's been working hard on our next chapter. So how about a little teaser? Мы работаем над следующей главой, так что давайте посмотрим тизер этой главы. Супер рано. Но все равно вы можете посмотреть на продолжение истории, где ненависть продолжает поглощать санктуарий. Синематики пошли. Давайте-ка я сабы включу. Child. And with every step she takes, I grow stronger. There will be no salvation in the Врата из Варкрафта? Диабло 4. Vessel. Кувшин, я не знаю. Эй, все что ли? В 2024-м. Дополнение. Окей, красавчики. Vessel. Фактически Vessel — это какой-то контейнер. Это может быть фляга, еще что-то. В общем, какой-то контейнер с ненавистью, вот так. Как это на русский адаптируют, хрен его знает. Новая история в новом регионе, в джунглях. Новый класс, которого никогда раньше не было в Диабло. Красавчики. В конце следующего года релиз. Пошло опять про фидбэк, про пэшн. Да еб... Чё ж мне так везет-то, а? Это я случайно нажимаю на нолик, и у меня откатывается все на самое начало. То есть сейчас про Вовку или нет? 30 лет сторителлинга. Хе-хе. Да, это очень много, конечно. Как это? Hearthstone, да? Карточная игра у них, я забываю название. Go buy World of Warcraft, install it on your computer, and join the online sensation before we all murder you. Alright then. Присоединитесь к онлайн-сенсации до того, как мы вас убьем. Установите Warcraft на свой компьютер. Я не знаю, кто ты, чувак. И кто ты тоже без понятия.
You're a player in the NFL, but what you're most proud of is that you've rated third nationally in dungeon progression. Так, ну это опять про людей. Они, видимо, каждое вступление к каждой игре начинают вот с таких вот штук. Вот Shadowlands, начало Shadowlands было прикольно, я даже играл, было дело. А дальше что-то жопа пошла. Начало Battle for Azeroth было охеренным. Как дальше... Все через жопу пошло. Фляга нетерпимости. О, прикольно. Это очень специфично переведено. Или это ты не про... Это официальный перевод или нет? Или это ты свое предполагаешь? Джон Хайд? Ты кто вообще? Я тебя не видел ни разу. Все, вспомнил. Видел. Не, свое. Окей. Этого видел. Все, отбой. Здорово, здорово. Давно не виделись. Да мы все тут ради Warcraft сегодня. Ну, по крайней мере, я. Big shout out to the Warcraft teams. They are so happy to be here today. We have so much cool stuff to show you. So give Давай, it показывай. For my Warcraft teams. Can you believe that almost 30 years ago, a dispute between orcs and humans led to one of the longest running fantasy adventures in video game history? Обычный диспут, который когда-то произошел между орками и людьми 30 лет назад, привел нас к самой огромной фэнтези-вселенной. Окей. В принципе, согласен. Raising new heroes to take on the raids and battlegrounds of this timeless adventure. Люди, которые когда-то начинали играть в Warcraft, они теперь уже родители, которые растят новых рейдеров для Warcraft. Сегодня великий день для Warcraft, да? Ну-ка. Это начало новой главы, которая нас приведет в следующие... Будет проводить нас через все следующие 30 лет? Okay, Alliance. For the Alliance. Just practice. We're going to give you a chance to do it a little louder later. Throughout the taverns of Azeroth, tall tales of adventure are retold through the whimsical and clever card play of Hearthstone. Hearthstone. I like to imagine humans and orcs getting together, Hearthstone вообще фу. And boasting of their deeds. But in the basements of those same taverns, they're playing a new game. Warcraft Rumble. Yeah. Me too. And finally, Про Rumble. Про Rumble я даже слышать ничего не хочу, сорян. WoW immerses us into Azeroth, where we are the champions. World of Warcraft погружает нас в Азерот, где мы чемпионы, да. И эта игра умеет. Almost 20 years ago, WoW revolutionized online communities and reimagined the Почти 20 лет назад Вовка провела революцию в онлайн-обществе. Согласен. The very first Blizzcon was introduced our first expansion. So it's only fitting that we're here today to lay the foundation for WoW's future. Новое дополнение. Первый Blizzcon представил первое дополнение для Вовки. И логично, что сегодня мы представим что-то похожее. Да чё вы всю эту эльфику в маске показываете? Тема сисек все равно не раскрыта. Of the brand new adventures that are about to unfold. From all of us,
on the Warcraft teams here at Blizzard Entertainment. Ну, от всех нас большое спасибо всем. Так. Please welcome from Hearthstone, lead designer Cora Georgiou. Дизайнер Хертстоуна. Ух ты. Hello, Blizzcon. Хорошая девчуля. Well, I have a pretty good view from up here. It's really nice to see you Вот all. ты знаешь, не только у тебя хороший вид, а у нас тоже хороший вид на тебя открывается. Мне нравится. Hearthstone's 10th anniversary. Хертстоуну 10 лет. Мощно. I know. I'm getting old. Да, я уже It's a старенькая. decade Не, of telling я бы не tales сказал. around Azeroth. Ты прям в самом соку. Как там? Whether Милфунья. you aspire to climb the ladder to legend, Ну, короче, enjoy это brawling with Хертстоун. friends in the battlegrounds. Я не знаю, что там может быть интересного кому. Or maybe Меня you лично just никогда не listened впечатлял to метод игры the 10-hour Хертстоун. version of the Это Save As мана, Overview обычные карточки. Тот же Гвин, как по мне, куда Thank you интереснее. Я all даже в него играл, for было being a дело. part of Какое-то our время. bustling Куда больше, чем tavern. в Хертстоун. В Хертстоун я We играл invite players both old and new для того, чтобы to получить join us в World of for our Warcraft 10th anniversary крутого next летающего month. коняшку. But Только для этого я там когда-то 3 we катки have сыграл so и much все, и to болт enjoy забил. before then. Ну вот не нравится мне So эта let's talk система. about what's Так happening что, right now in Hearthstone если вы фанаты and in Хертстоун, Battlegrounds. которые вдруг это смотрят, извините, We're но мы setting the немножечко это stage скипаем. for a Stadland. Дополнение, что там? Azeroth's Wild Showdown West. in the Badlands. Showdown. Представление какое-то, что-то типа того, да, Two в strangers Бэдлендах. will cross paths. Звучит как Borderlands. Together. On my bed, О, ну ролик давайте I посмотрим. was all alone. Trying Что-то my best to do some good вестерново-тематическое. out there. But it didn't take long to realize that with the right friends, everything would change. С правильными друзьями все поменяется. Ну, блин, это даже не синематик, просто такой вот графоний. They knew the townsfolk were up to something sinister. Let's move! Right behind you! And it was like a powder keg waiting to explode. We did it! Oh, nuts. As it turned out, I had the right backup waiting for me. Just when I needed it. Let's do this. You got it, partner. I didn't intentionally pursue leadership. I'm gonna punch ya! Ну, мне даже комментировать нечего, потому что я без понятия, кто это такие. Well, looking for a standoff? Careful, it's against me. Все, трейлер посмотрели, давайте дальше скипаем. Отходил опустошить свой сосудик желчи. На тех, кто дает херовые дополнения для Вовки, на них, надеюсь, ты это опустошал. Да, пока только анонсировали новое дополнение для Хардстоуна, которое нам вообще не интересно, потому что мы ждем Вовку. Потому что вроде сказали, что будет анонс дополнения для Вовки. Ну и девчуля прикольная, кстати. Так что давайте мы пока поскипаем. Хоть девчуля и прикольная, но это... Ну, к сожалению, этого недостаточно для того, чтобы сидеть и слушать ее. Ну, вот, ну не та игра, понимаете? Вот презентовала бы она Вовку, это было бы супер. Просто скипаем. Просто скипаем. Ну, что-то они там анонсируют, какие-то изменения. Это чё? We'll see you in the tavern.
Только не говорите, что это Рамбл сраный. Да, это Рамбл. Ребят, Рамбл нахер идет. Рамбл это то, что не стоит даже секунды нашей времени. Warcraft Рамбл, сорян, чувак. Мне вот интересно будет потом посмотреть, будут ли Близы анализировать аналитику стрима, да? Что чаще проматывали, что смотрят часто, что вообще не смотрят и так далее. Я надеюсь, что Рамбл посмотрит 0 человек. Господи, еще и рэпчик. Я вообще на 100% уверен, что этот рэпчик будет потом копирайт-страйком у меня на ютубе. Да, теперь это просто Рамбл. Раньше это был Арклайт Рамбл, а теперь просто Рамбл. Все верно. В общем, мобильная хрень, донатная, дрочильня, скопипащенная с другой игры. Все. Больше тут говорить не о чем. Хотите на мобилке, ребят? Вперед в мобилки. Так, стоп, кто? Опа! Холли Лонгдейл, экзекутив продюсер, исполнительный продюсер World of Warcraft. Это мы слушаем. А, я ее знаю. Неоднократно ее видел на Близконах уже. Wow. What's up, Blizzcon? Блин, шмотки класс. Oh, I'm so excited to see you all here. Excited. Fantastic. Куда ж без excited? Well, can you believe we've been playing Ладно, World of Warcraft это я уже for доебываюсь. almost 20 years? You know, 2004 was a while ago, right? 2004 был давно, да. Some of us, we waited in those lines for those midnight releases and got our discs. Yeah! И некоторые из нас ждали тех полуночных релизов с дисками. Шли часы падения серверов один за одним. Ну, просто рассказывают про то, как игроки участвовали в различных историях Вовки. So many others. And together we've jumped through the portal into Outland. We sailed off into Northrend. And we watched Sargeras stab the world Портал with в that Outland. sword. Про Саргераса. Ага, Саргерас это из Лиджена дополнение, да? Когда он вонзил меч в Азерот. And so have we, particularly in the past year. The entire team across both modern and classic have embraced their communities. We are truly listening to your voices and taking action. Мы правда слышим ваши голоса и принимаем действия, да-да-да. Now is the perfect time to prepare to close chapters, open new ones, идеальное and double время down on why we all fell in love with World of Warcraft in the first place. для открытия новых глав. И удвоить наши усилия над тем, над чем, что в свое время полюбили все про Warcraft. Классика была, конечно, как вы все знаете, рождена за счет страсти нашего сообщества. И все вы знаете, что это до сих пор нас заводит на продолжение наших действий, точно так же, как за счет вас, сообщества, мы запустили хардкорную версию классики. Всего одна жизнь. Здорово, Валерич. Нет, не приходило. А тебе приходило? Я зарегался, но нет. У меня пусто. Как бы никаких новостей мне на почту не приходило. Я уже даже в Discord зашел. Правда, я последние 3 дня, как бы у меня гости, поэтому я немножечко выпал из игровой жизни. Хоть и старался вести стримы. И последнее обновление классики мы выпустили, соответственно, падение Короля Лича. Earlier this year, we looked at your feedback to think about where are we gonna go next. Ранее в этом году мы посмотрели на ваши отзывы и решили подумать, куда же мы пойдем дальше. И мы прошли через огромное количество вашей обратной связи. Мы замучились это делать.
Тоже тишина, знакомому пришло. А, ну, может они рассылают по чуть-чуть. Катаклизм классик, сука, вы серьезно? А может вы что-то поменяете там? И будут изменения в катаклизме. Let's jump into the Wayback Machine and get a reminder of all things Cataclysm. То есть там будут какие-то свои изменения. Я рассчитываю на параллельную вселенную, вот честно. Давайте посмотрим, так это или нет. Но ролик явно не катаклизмовский. Что-то новое они, ну, имеется в виду, в плане ролика сделали. Дешевато, конечно, но... Вообще выпал конкретно так. Нет надежды. Нет будущего. Вся жизнь падет. Ну, я перевел это так, окей. Думт, конечно, это по-другому немножко, но... Ну, смертокрыл, да, окей, знаем. Ничего нового. Это, кстати, было то дополнение, с которого я вообще начал играть в World of Warcraft. Где-то в серединке, по-моему. Гилнес. Воргены. Я не помню, Воргенов именно в этом дополнении ввели. О, Трон Четырех Ветров, по-моему, так это называется, этот данжен. Прикольный был. Я, конечно, все это проходил уже где-то на 90-м, 100-м уровне в Battle for Azeroth, но все равно. Так, а какие изменения-то? Я, наоборот, на катаклизме закончил. Понял. Налтарион. Чё, Гал? По-моему, если я не ошибаюсь. Что про изменения? Она сказала, что есть хэштег изменения. With changes. Вопрос, какие изменения? Блин. Я сюда Рагнарос же, да? Я сюда тоже частенько бегал, но опять же в актуальной версии Battle for Azeroth в соло чисто фармил всякие шмотки и пытался выбить не крыло Алара. Крыло Алара это вообще из Burning Crusade, по-моему. В общем, какую-то пташку я пытался, то ли Феникса какого-то выбить, то ли еще что-то, мне так и не повезло. Ну, зато просто красивые шмотки огненные выбивал. А, Трон Рагнар... Не, не Рагнарос. Или Рагнарос. Я с именами уже просто плохо помню. Я смертокрыл. Конец всего. Я катаклизм. Ну и вот это вот заставки. World of Warcraft катаклизм классик. Логично, как бы. Даже ничего сказать не могу. Испытайте новый век катаклизма. Новую эпоху. Давай про изменения быстро. Я же даже начинал в классику играть когда-то. Когда она была даже не Burning Crusade. В первой половине 2024 года выйдет. За прошедшие 4 года классики мы смотрели за вашим опытом. Так. Мы решили внести сезон Discovery. Сезон открытий. Новые классовые обилки, но это будет классика. Ванила. Быстро они классику продолжают. Это мы просто быстро жить стали, Валерьевич. Вот и все. Я пропустил, подождите. Сейчас. Танк Варлок. Вы хотите быть танком Варлоком? Или магом-хиллером?
in Season of Discovery, you can. В сезоне открытий вы можете. Мультикласс какой-то? Мультиклассовость? The season is going to launch with an initial level cap of 25. And when you hit that max level, you'll be met with the brand new level 25 endgame. 25-й level cap. A brand new 10-player Black Fathom Deeps raid. Endgame на 25-м уровне. Mechanics, and of course, Deep Chasm. И, в общем, какой-то глубинный рейд на 10 человек. Через пару месяцев поднимем еще level cap. И таким образом это будет продолжаться. Black Fathom Deeps. Я не знаю название этого данжена. И вы можете поиграть в этот Blizzcon Black Fathom Deeps. Никак я понял. Так что, если любите классику, и вас интересует, что именно там будет, проверьте сами. Те, кто смотрит онлайн, не парьтесь. Вам не придется ждать долго. Мы хотим, чтобы вы открывали новые секреты вместе. И не будет публичного теста. 30 ноября. О-о! Mother of God. Окей. Быстро. For more information on the Season of Discovery and Cataclysm, don't miss the classic panel this afternoon. Мы будем смотреть классическую панель. Она есть в расписании сегодня. А теперь что у нас в актуалочке? Мы стараемся вам давать каждые 8 недель хороший контент в апдейтах, значительный, не бесполезный. Следующий главный апдейт выйдет через 5 дней. Хранилище снов. Хранители снов. Хранилище, господи, идиот. Скорее всего, что-то с Эзерой будет связано и с изумрудным сном опять. Последний рейд, дополнение. That's not the end of our time in the Dragon Isles. There's a lot more to come in Dragonflight that will serve as both the epilogue of this story. Но это будет не конец. To our next one. В будущем будет мостик к следующему дополнению. Мы меняем подход к нашей огромной красивой игре. Blizzcon, it's time for a new adventure. Ну что же. Время для нового путешествия. Последние 20 лет путешествия привели к этому. И кому же лучше рассказать об этом? Я знаю, кто. Крис Мэтсон? Он? Нет? Исполнительный креативный директор. Крис Мэтсон! Сука, я угадал! Я красавчик! Были же новости, что его назначили исполнительным креативным директором. Ну, здорово, чувак. Ты был у истоков, ты теперь продолжаешь это. Но когда люди такие вот возвращаются, это приятно, черт возьми. Вот этот мужик, всем мужикам мужик. Зал! Слышите зал? Зал как порвался просто. Они сразу поняли. Вот он умеет зал заводить. Blizzcon as one! Я не зря сегодня это смотрю. Thank you, Крики, что его любят, и все такое из зала.
Да, это было длинное и странное путешествие, чтобы вернуться обратно в эту точку. И это кое о чем мне напомнило. Первое, я люблю Warcraft. Два, знаете, я дико скучал по этой работе. И три, это ощущается просто великолепно. Вернуться обратно и снова стать частью семьи Blizzard. Ну ладно. Не буду контестить это утверждение. Следующий год это 20-й юбилей Warcraft, World of Warcraft. И я тот, кто играл с самого начала. So given that, what was that? Doesn't matter. We started thinking. Мы начали думать. What next? А что дальше? Right? Правда? What expansion hook? What single storyline could possibly match such a historic occasion? Какой сюжет может подойти для такого 20-летнего юбилея? И некоторые вот эти вот мифические идеи, которые были фундаментом Варкрафта, совместились с новыми идеями. Но все еще кое-какие ветки не завершены. И в замесе всех этих сюжетов, идей... Основные вещи, о которых думаем. А о чем Магний Бронзобород все это время говорил? О чем нас предупреждали в битве за Азерот? Это действительно произошло? Или это что-то темное, что еще будет где-то в будущем? На наших головах топор навис. Будем на апокалиптичной конфронтации между силами зла, силами тьма и света. Это произойдет. Титаны. Вроде. А чем титаны занимались с рассвета цивилизации вообще? В чем причина всех вот этих вот ударов по планетам, еще чего-то? Какие намерения у них по отношению к нашему миру? Так, просто мысль вслух. All of these hooks and 100 more. 68, carry the 2. A bunch more. Все эти сюжетные хуки начинают постепенно сходиться. Открывать нам историю, сюжет. Что-то эпическое. Насколько? Очень эпическое. История, которая ощущается как кульминация всех этих 20 лет. История, которая приведет нас в следующие 20 лет приключений. Если мы сделаем нашу работу, конечно. Blizzcon. Вы со мной? Да застыли в ожидании, давай уже. World Soul Saga. Мы называем так эту сюжетную ветку. The World Soul Saga is so epic, as we covered.
Она настолько эпичная, ну, как мы уже сказали. Она не может содержаться в одном дополнении. Она сделана так, чтобы захватить несколько дополнений во все следующие года. Жестко. Интересный подход. Учитывая все это, мы работаем над несколькими вариантами, как предоставить вам это приключение быстрее, чем вы привыкли. К сожалению, не на этом Близзконе, извините. Мы двигаемся с целью. Is for y'all to have your grandkids controlling your mouse and your keyboard trying to wrap this thing up. Последнее, что мы хотим, чтобы ваши дети вырывали у вас предметы периферии от компа, чтобы самим поиграть. Учитывая масштаб этой монструозности, мы решили внести изменения сегодня. Instead of just debuting your next expansion all on its lonesome, we have decided to give you a glimpse at your next 3 expansion sets. Мы покажем вам взгляд на следующие 3 дополнения, вместо того, чтобы показывать и ревилить только одно. Ты прикалываешься? Does this meet with your approval, Blizzcon? Это вам нравится? Однозначно. My friends, I'm gonna warn you, there may be mild spoilers ahead. Я предупреждаю, у вас могут быть спойлеры. Actually, I'm just kidding. Хотя They нет. ain't mild. Buckle up. Шучу. Погнали. Are you ready, Blizzcon? Готовы? Давай, блядь, давай. The first part of the World Soul Saga. Первая And часть. your 10th expansion is called World of Warcraft: The War Within. Война внутри. World of Warcraft. А утечек же не было, я прав? Я не видел ни одной утечки. В этой главе вы погрузитесь в само сердце Азерот. Будете исследовать подземные королевства, встречаться с древними культурами, с нерубами. Я уже плохо, просто плохо знаю это, поэтому не особо перевожу. И силы тьмы на вас конвергируются. Вас призовут делать то, что вы всегда делаете. Как это перевести? Принести правосудие во все это дело. Вот так, кратенько. Вторая часть мировой души саги. World of Warcraft Midnight. Полночь. В этой главе вы вернетесь в старый мир. В земли Кель-Таласа. Там сила... Войд так и оставим. Закидывает мир весь в тьму и страх. Вы не только поможете воссоединить племена эльфов, раскинутые по Азероту, но вы также будете уничтожать все эти тени навсегда. Изгоните их из мира. Что-то в этом духе. Конечно, Близзкон — это Азерот. И редко когда что идет по плану. Все может пойти очень не по плану. Третья часть. World of Warcraft: The Last Titan. World of Warcraft — последний титан.
В этой главе вы опять вернетесь в старый мир. В этот раз в соснеженной земле Норсренда, я не знаю, что это. Там... Ульдуар. В Ульдуаре вы увидите возвращение титанов на Азерот. И там вы откроете какой-то дикий заговор, который растягивается от начала времен, который бросит вызов всему, что вы знаете, титанам, вашим намерениям. Истинная суть Азерота. In time выйдет. Да, на вертеле. Силитус называется. Ответ залу, блин. Our dear hope is that you can see when it comes to WoW storytelling, we ain't screwing around. Мы хуи не пинаем, да. Вот я вам так переведу, пожалуй. Когда это приходит к сюжету. Я немножечко это просто осмыслить пытаюсь. Он все равно сейчас ничего важного пока не говорит. Ролик давай. Hearken to me. Always wanted to say that. Hearken to me. Thank you. Whether you are a current player, and I'm gonna bet that most of you are. Неважно, вы играете ли вы в актуалочку. Or maybe you jumped off the WoW train a few expansions ago. Now или вы когда-то ушли. Сейчас время вернуться домой. Now is the time. Графику переработай. Pull on your boots, pick up your broadsword or your favorite glowy staff, and get in this fight. Пора возвращаться и вступать в этот бой со своими любимыми сапогами, посохами. Азероту нужны свои защитники сейчас больше, чем когда-либо. Но теперь, в ближайшие моменты, мы покажем вам более глубже информацию. Но перед этим хочу вам кое-что дать. Хочу напомнить, что иногда очень эпичные вещи могут начаться просто с каких-то маленьких, ничтожных вещей, приятных. И вот один из этих моментов. Гордые защитники Азерота. Но он умеет зал заводить. Давайте эта сага начнется. Ахуй, давай. Ну что ж, смотрим. Андуин больше не в пинбой, увы. А это синематик или фильм, простите? Андуин, да? Я так понимаю. Слушайте, реально как будто фильм. Помните, был мультик Тинтин? Там очень качественно все было сделано. Вот тут что-то похожее. Без перевода, чат, без перевода, сорян, в любом случае. Я не буду мешать самому себе тоже экспириенс спортить. You're here to tell me we don't get to hide. Is that it? You needed time. We stayed away. But time by itself heals nothing. Время не лечит само по себе. You didn't just come here for me. Ты же не visions. За мной сюда пришел. Видения, ты видел их? I suspect many have lately. Наверное, многие видели.
последнее время. Something, someone is calling out from the heart of the world. Кто-то зовет из центра мира. Like a voice from a dream. Голос из снов. Something dark is coming, Anduin. Что-то темное приближается, The Андуин. world needs your light again. Миру нужен твой свет вновь. My son. Блин, мне нравится, как он выглядит, слушайте. Куда круче, чем сраный платиновый блондинчик. Во мне не осталось больше света. Только не после того, что я видел. Не после того, что я сделал. You are not your past, Anduin. Ты не твое прошлое, Андуин. I trust you. Слышите меня? They're getting worse. Становится хуже. Look. Whatever's coming. Слушай, не важно, I'll что stand будет. with you. Я с тобой. Of course I will. Конечно же, буду с тобой. But we were drawn here by the voice. Но нас привел сюда голос. Who is it, Thrall? Кто это, Трал? Who's calling out to us? Кто, черт возьми, нас зовет? I'm not sure yet. Пока не уверен. But that sword. Но вот этот At someone. меч на кого-то-то ведь нацелили. Значит, с меча в Селитусе все это в итоге и начнется. Война внутри. Каминг 2014, блядь. Ладно. Близкон опенинг, к слову, уже завершился, но скорее всего. У нас отставание на 26 минут. Каждый раз синематик прямо в сердечко попадает. Криса Мэтсона верни, алло. And now that you've seen or heard the overview for the World So Saga, let's talk about the war within. Ну что ж, давайте поговорим о следующем дополнении. Вы найдете древнюю нарудскую цивилизацию. Кто Велитас, Harbinger of the Void. С этим у меня проблемы с переводом, ладно. Я прошел первый массаж. Такая наибольшая 16 часов всего тут ушло. Ну, допустим. Ну, Грац. Что, понравилось? Как, в принципе, по сюжету? А, это овервью. Угу. Того, что будет. Игровой овервью. Игра на 8. Ну, это хорошо, значит. Это у нас кто, напомните? Алерия Ветрокрылая, по-моему, да? Только тень. О, пауки! Жучки, блять! Как я не люблю всю эту живость. Новая зона. Ашкахет.
Новая зона. Остров Торна. Ребят, давайте вы... Новая зона Ringing Deeps. Давайте вы в Game Pass засунете игру. Я с удовольствием поиграю. Hollow Fall какой-то. Погрузитесь в делвы какие-то. Forge Your Warband. Освойте геройские таланты. О, союзные расы. Динамический полет на маунтах. Здрасте, приехали. Ну, покорите новые данжены и рейды. Вот динамический полет на маунтах, это круто. Вот за это респект. The fate of our world rests upon the edge of a knife. And our battle lies deep within. Ась? А ты кто? Ну, я просто в Dragonflight не играл, может, ее там представили, но я что-то такую девчулю не знаю. Прикольно. Alongside beautiful, unique underground zones, we will have challenging dungeons and raids and some new features too that are built to last. If you like exploring on your own with a couple of friends Если or любите family, исследовать. we have delves. These are a variety of bite-sized experiences for 1 to 5 players. Есть делвы какие-то для получения внутриигровых наград от 1 до 5 людей. And if you're like me and you have an obsession with alts, we have warbands. Если у вас обсессия с твинками, есть варбенды, с которыми можно шарить трансмог, репутацию, ёб твою мать! Вы это сделали? Серьезно? Ахуй. Also introducing a new layer of customization for your class specs with hero talents. You might want to take your character down the path of a Dark Ranger, let's say, or a Farseer, and more. Кастомизация ваших классов, новые таланты геройские. Я чуть-чуть попозже. Also, during your travels underground, you will meet the Earthen Dwarves, and you'll be able to unlock them as our Вы встретите new allied земных race. гномов, новая союзная раса. Но фамильный доступ, блин, для твинков, это ахуй, спасибо. Не то чтобы я фанат твинководства, но это круто. Для маунтов тоже вроде бы, по-моему, добавили возможность близкому другу использовать одновременно, что-то в этом духе. Is that the call to get into the fight to save our world will ring out when the War Within releases next year. Выйдет осенью 2024 вместе с Катаклизмом, что ли, получается? По классике. I sincerely want to say we are so excited to begin this new journey. Ладно, так, это уже благодарности начались. Побочка однообразная, по цитадели интересно, но не успел все завершить из-за того, что уже финальный маг их подобрал. Саран дебил наивный, не понравился злодей по постановке, игра устарела морально, красы все классные, кроме Сарана. Девятого, в принципе, надо, завтра начинаю вторую часть. Но Саран не то чтобы дебил наивный, там же суть в том, что ему мозги промыли. Так что... There really is so much to look forward over the next 2 days. And this is only the beginning. I can't wait to walk the halls of all of Anaheim with all of you. It is truly a joy to be here with the Blizzard team and our players. Blizzcon, be great to each other and enjoy the show. Так, сейчас, а что у нас там? $21, 20, сейчас, 22, 23:30. То есть через 10 минут должен быть Deep Dive World of Warcraft. BlizzCon 2023
would like to thank our partners. Саран представляет как всемогущее зло, но он подсел на манипуляции пожинателей. Но нет, Саран это как раз ни хера не всемогущее зло. Это пожинатели всемогущее зло. Саран здесь просто как раз таки тот, кто кем манипулировали, и все. Так, ну это все херня неинтересная. Давайте будем делать кетчап к основной трансляции. Пытаться, по крайней мере. Куча рекламки. На, опять вот этот меч. Overwatch 2. Карту рекламят. Rumble, который идет нахер. Ну, в общем, короче, мы теперь уже перешли к прямому эфиру. А все, нет, не все. Вот это видишь? 1:30 PM World of Warcraft, what's next? Через 10 минут. Вот так. Я что, думаешь, просто так запланировал трансляцию до 4 ночи? Так что это мы, скорее всего, да, сейчас, ну, я не знаю, заглушу. Может, но, честно говоря, я хочу сейчас еще раз трейлер пересмотреть. Где он был? Ну и Крис Мэтсон красавчик. Прям ему 100 лайков. Может, я не знаю, еще параллельно запущу какой-нибудь сейчас этот Dead by Daylight сессионочный. Пока они рекламу пускают. Не, ну блин, по-моему, красиво сделали. У меня вот реально сомнение, что это нарисованный чел. Наверняка это какой-то мокап. Ну, после мокапа засняли, обработали, но, блин, охеренно. Удивительно, что тайминги трансляции совпадают с моими только с разницей с AM на PM. Понял. Да, жестко. Ну вот как минимум World of Warcraft, what's next, в ближайшие 10 минут, то, что они начнут показывать. Вот это я очень хочу посмотреть. Подробности прям. У меня прям очень большой хайп на эту тему. Ну, потому что Крис Мэтсон, он, блядь, знает, что он делает. Я в этом уверен. По крайней мере, когда он был в Blizzard, был еще старый Марк Морхейм, тот старичок, который глава Blizzard был. Был вот этот вот с длинными волосами, который потом его заменил. Они тоже более-менее понимали, да, что делать с Warcraft. У меня там вопросов вообще не было практически, да. Там были дополнения филлерные. Но всегда они выдавали классный контент. Всегда. Каким бы там сомнительным он иногда не был, но он всегда был классный. Может, не для всех, но все равно. И когда они анонсируют вот такое вот, блин... То есть фактически одна сюжетная ветка на 3 дополнения. То есть насколько это? Дополнение выходит раз в 2 года, если я не ошибаюсь, да? 2, ну 6-8 лет. У нас сейчас анонсировали дополнение на ближайшие 8 лет, получается, приблизительно. Ну, бля, красавчики. Понятное дело, что потом будут трейлеры, ну, синематики. Для Миднайта, для Ласт Тайтана. Но потом. Сейчас у нас вот это. И вот этот полет на маунтах лично меня. Вот это, знаете, основная фича, которая меня расхайпила. Полет на маунтах динамический. Это ахуй, наверное, должно быть. То есть, у них же, они же добавили драконам в дополнении Dragonflight динамический полет. Вроде так это называется. И я так понимаю, что то же самое появится и у маунтов. Ну, может, не совсем в той же системе, но все равно. А если они это еще и в геймпасс запихнут? Как где я на все это время найду, алло? Я хочу, блядь, я хочу. Если по геймпассу, это вообще с ума сойти будет. Я думаю, что через 8 лет будем жить на Марсе, и мир будет выглядеть как Найт-Сити.
Зря ты так думал. Вот знаешь, когда... какой там был 2015 год, да? Многие думали, что ховерборды из «Назад в будущее» второй части тоже будут в 2015 году. Где они? Они с нами в одной комнате? Нет. Не, конечно, какие-то прототипы есть. Вроде, я слышал, что-то такое. Но... самозавязывающиеся кроссовки. Ну, что там произвели? 20 партий, по-моему, или 20 пар всего. Все. Нету. Так что до Найт-Сити нам еще, я думаю, лето так 200-300 нужно прожить. Минимум. Живите в мире нейросетей и криптосект. Не, ну вот это вот круто, то, что они с этим мечом продолжили. Я, блядь, знал, что это будет. А ведь я проходил сюжетку с этим мечом. Проходил же ведь когда-то. Я видел эти финальные ролики, когда Саргераса упекали в тюрячку, и он просто финальным таким аккордом засадил в землю в Азерот. Ну и, видимо, до Азерот это добралось, наконец. Так, сколько у нас сейчас? 26. Так, народ, кто со мной, кто смотрит. У вас есть время 4 минутки на попить, покушать, покакать, покурить. А я себе пойду покурю и кальмарчиков возьму. Это Рамбл, кстати, знакомьтесь. Самое бесполезное, что только можно было сделать. Они, конечно, рассчитывают заработать за счет узнаваемости бренда, но... они пошли бы они нахуй, вот честно. Как интересно. Ой. Ну, рекламка. Давайте посмотрим рекламку, за которую нам не заплатили. Блин, у меня эта ветка не очень хорошо сейчас смотрится. Я смотрю в грань экрана вот туда, вместо того, чтобы смотреть вот туда. Ну, видимо, придется вот так садиться. Или, я не знаю, отзеркалить, может, слушайте. Я сейчас ищу мышку и наконец-то ее нашел. На ваших экранах бюджет 100 зарплат Лиманга и 10 тысяч зарплат Геворга. А это ты к чему, прости, сейчас? Или это ты про то, что Intel Core рекламировал хоп какой-то, что ли? Реклама, окей. До меня все-таки дошло. До меня все-таки дошло. Так. Я вообще могу как-то вебку в OBS отзеркалить? Преобразовать. Изменить преобразование. Потому что я помню, я искал отзеркаливание в захвате видео в OBS, но я так и не смог найти. Знаете, на самом деле даже хорошо, что я опоздал, нам не пришлось сейчас сидеть полчаса просто смотреть рекламу. Точно есть? Точно? Точно? Вот, к примеру, я через преобразование пытаюсь посмотреть. Тут выравнивание, ограничители, но что-то это... Ну, сейчас я еще попробую поискать. В свойствах я не нашел. В фильтрах, по-моему, тоже ничего такого нет. Разве что инвертировать полярность, но вряд ли, что-то я сомневаюсь.
Устранение через срочности, переходы, полноэкранный проектор. Не-не-не, это точно не то. Шериф порядок. Преобразовать. А, вот у меня, по-моему, преобразовать это... Вот я как раз-таки нашел эту опцию. Только у меня она не активна. Сейчас, я, кажется, знаю почему. Сейчас, секунду. Или это потому, что у меня устройство активно? Сейчас еще раз попробуем. Так, деактивировать. Окей. Преобразовать. Не, у меня кнопки не активны. Вот в чем проблема. Просто не активны. То есть вот я сейчас даже покажу. Так, активировать и показать. Вот. Сейчас. Ну, это херово смотрится, да? Извиняюсь. Вот. У меня просто неактивные. Может, это связано с источником самим? Ну, не знаю, короче. Так, это эфир, да? Уже 31 минута. Где? Час 30. Сейчас еще раз. 11. 11 After Morning. Это было в 21 час по МСК. 22 час прошел. 23. Еще 1 час стало 1 PM. И еще полчаса. То есть сейчас должен быть World of Warcraft What's Next. Потому что эфир есть, они его не отрубили, значит он должен идти. Окей. Блин, а я хотел себе что-то из типа чайку сделать. А, я хотел за кальмарами сходить. Сейчас, секунду. Я окно закрою. Ну, не закрою, а то у меня просто жарко. Потому что у меня сейчас этот... как его? У меня сейчас комп не греет особо. Не напрягается от игры, у меня минус 1 батарея. Настоящий стример на вебке. Да, знакомьтесь, вот он. Вот, видите? Прекрасный стример. Кто вам еще нужен? О, Mountain Dew! Вы серьезно? Ого! А что, и такие есть даже? Прикольно. А можно нам тоже, а? Я не пробовал. Вот. А, они поменяли. Теперь в 35 минут. Вот. Pacific Time, кстати, Pacific. Георг, ты живешь по Pacific Time. Вот, я понял. Вот это мы берем, да, однозначно. Опа! А потом у нас будет в 2:30 Deep Dive в Overwatch, который нам... Ну ладно, мы посмотрим, что там. Вряд ли я это буду переводить, мы просто будем наблюдать за этим. Жаль, не в том регионе этот Pacific Time. Ага. Жаль, нет грин-карты, да? Для тебя. Это... Как жаль. Очень жаль. Ты понял, о чем я. Ну чё, получается в 35 минут все-таки. То есть они на 5 минут вперед перенесли из-за чего-то. Купите легендарный коллекционный пак. Откройте прекрасные ивенты. Кстати, маунт прикольный, мне нравится. В Warcraft. Жаль, я не понял, это было тонко. Жаль, очень жаль. 23:34. Ну, почти.
Мне нравится сейчас то, что они представили для актуалки по Warcraft. Мне очень нравится. А жаль. Мне кажется, этот мем быстрее, чем многие другие. Да, очень быстрый. И очень жаль, что он очень быстрый. В скобочках нет. То есть они, видимо, знаете... Судя по вот этому рекламе Xbox, эти плюс 5 минут это то, что Microsoft добавили после покупки Activision Blizzard. Быстрее умер. А, быстрее умер? Ну, чтоб ты понимал, Геворг, я об этом меме узнал вот от вас в Дискорде. Для меня он еще не умер. Hey BlizzCon fans, we are about to begin. Ну что, начинаем? Please take your seats. Thank you. Welcome back to BlizzCon 2023. Over the next 2 days, there will be a series of 8 panels and presentations showcasing a variety of Следующие 2 дня будет 8 панелей. Мы там вам покажем крутые вещи. So, to kick it all off, так что для старта мы начинаем с информации о том, что будет дальше в World of Warcraft. Four years have passed since the mortal races gathered together in Anaheim, California. 4 года прошло с последнего Близзкона в Анахайме. 4? Разве? Не 4. А, нет, 4 с момента того, как они собирались именно на вот такой вот, на таком вот онлайн... Не фу. Чё я несу? Очередной скуф забавь. 4 года прошло с тех пор, как они собирались face-to-face с людьми. Вот. А? Звук тише стал. А, нет, все нормально. Ну, это мы слышали. Погрузитесь в глубины Азерота. Откройте новый мир, полный тайн, темноты. Сразитесь с тьмой. Помните, как во время короны говорили, что мир никогда не будет таким, как был раньше? А что поменялось-то? Немного. Значит, о чем мы поговорим? Сеттинг и история, зона и культура, подземки, рейды, новая система. Погружаемся. Да, а синематик понравился. Мне такой Андуин, кстати, больше нравится в разы. We witnessed as Thrall found Anduin Wrynn, who has been wandering alone for the last few years, grappling and lost in his own thoughts and dealing with the experience that he's been through, as many of you may have remembered. Я этой сюжетки не знаю, кстати, если что, последний. Я не следил за тем, что там с Андуином происходило. Начинается все с того, что какой-то голос зовет как будто из снов. Это заставляет наших героев исследовать это. And in the war within, the mysterious harbinger that Iridikron spoke of will reveal themselves. Zalatath has returned. Залетах. Салетах. Специфическая имечка. Я не знаю, кто это. Я не следил за последними 1,5 дополнениями, скажем так. Я ушел из Вовки где-то на середине Shadowlands. Ну так, я смотрел синематики и все. And their ancient blood runs deep within the cracks of the world. We, the heroes of Azeroth, destroyed them. The forces of the Horde and the Alliance have proven time and again they are among the most powerful armies that have ever stood. The Harbinger has watched this. She is patient.
Харбинджер. У этого же есть какой-то перевод конкретный, да? А, предвестник, Харбинджер. О, господи, это же в Mass Effect тоже было, Харбинджер. Он же, по-моему, тоже предвестником назывался. Жнец тот. Нерубы Ашкахета. One in which they will rise from their isolation as a mighty kingdom once again. And here in this новое будущее для своего народа. We will not find the undead soldiers of the Lich King that we faced before, but instead a new mighty stronghold of the Nerubians as they once were. Это будут не зомбаки из Лич Кинга. Это натуральная раса. Ого, хорошие арты. Мне нравится. One that will turn the Nerubians into a new kind of ferocious and terrifying soldier that we will clash against. Они пошли по своеобразной новой ветке эволюции. Now let's talk about who we'll be adventuring with. How do you like the key art? И с кем же мы будем сражаться бок о бок? Several of Azeroth's greatest heroes will rise to the call of the Radiant Song, and many will be faced with their own unique challenges. Anduin, having survived his ordeal with domination. Yes, look at the art. Oh, арт классный. Согласен. Anduin will be grappling with his relationship to the holy light that he no longer feels worthy of, while Thrall is seeking a connection to these visions, spreading across the world and working to find his new place in the Horde. Но они так вкратце рассказывают об их сюжетных ветках, о том, Магнибранс, наоборот. And for all. Champion! The Wounds Champion! Yes! Чемпион, вот они раны Азерот. But that brings us to, I know you saw Он очень много болтал тогда в конце. Алерия Ветрокрылая. По-моему, так она называется. Называется, господи. Так ее зовут. Она будет охотиться за этой предвестницей. Along the adventure, she will have a unique rivalry with Xalatath, whose twists and turns will come to define the nature of this new conflict. Of course, we'll see many more familiar faces on our journey. Слушайте, если это ее новая моделька в игре, секс, просто секс. Сага только начинается, ну да. Conceived to be an epic worthy of the first 20 years of World of Warcraft. Достаточно эпичный. Для того, чтобы поменять то, как мы подаем сюжет. Сила героев, ответственность этой мощи. Преследование правосудия, переведем это так. Pursuit of Justice, это, конечно, по-другому переводится, но ладно. В поисках правосудия, скорее вот так вот. Вот так, да, так лучше. Теперь нам расскажут о зонах и культурах в этом новом дополнении. Hello, BlizzCon! Wow, I am so excited to be here and delighted to represent our team and tell you about the places that we will explore and the cultures we will encounter. Каждый, кто выходит, у них каждый, блин, excited. Что они курят перед тем, как выходят? Поделитесь, пожалуйста, Это я переводить не буду. Она хочет слушать наши стоны. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Хазалгар. Сектор АР-938. То есть драконьи острова вон там сверху. А здесь внизу, между Калимдором и Пандарией, будет как раз-таки вот это вот место. That was sent to this place long, long ago to investigate a fissure in the sector. What exactly that means, we don't really know, but we can probably speculate. So first, let's talk about the earthen.
Новая союзная раса. Земляки какие-то. Я переведу так. Earthen. Следуя эдиктам Титана, они жили в разделенном обществе, постепенно начинающем разрушаться. Вот как-то так. Одно сообщество Unbound, Sworn, клятвенники типа. И третье, покажете? Говорящие за машины. А, нет, говорящие с машинами, скорее всего. Машин Speakers. Арты прикольные. But the Titans have been absent for eons, and the Earthen are no longer united in their adherence to these edicts. They now exist as three groups that are estranged from each other. The Oathsworn, as their name suggests, still uphold the edicts faithfully and believe everyone else is doing it wrong. Есть группа тех, кто поклялся поддерживать все как надо. Это Oathsworn. Они считают, что именно так нужно делать, и все остальные делают это неправильно. Unbound, они как раз-таки отринули все клятвы и считаются самыми плохими из них всех. And they're primarily rural. They're living in and around the quarries and the mines where natural resources can be required. Живут в They шахтах. rarely interact with the city dwellers. They feel neglected and ignored because they have a different opinion on how they should live. Now, the machine speakers have strayed from the edicts in practice, but not with respect to their overall obligation to keep the Ну и Machine Speaker это что-то среднее между теми, кто поклялся все поддерживать, и теми, кто все отринул. Ну, middle stage такой. Their homes are built around vast industrial projects under the surface that allow them to perform their functions in accordance with edicts, more or less. These different perspectives among the Earthen and their variable adherence to the Titan's edicts has weakened the society as originally structured. And that's not good, of course. Это, конечно, разделение ослабило сообщество. Их становится все меньше и меньше. New Earthen can't exist until we help them out by doing some things and unite the Earthen society once more. И эта раса не может существовать, пока мы им не поможем. As a result of our actions, the Earthen will eventually be unlocked as an allied race. Союзная раса. Yeah, like sweet, don't they? Твинководство, чат, твинководство. Бля, слушайте, прикольный. Вот этот вот девчонка с магавком и с бородой, борода лишняя. And may join either the Horde or the Alliance. Ну и могут присоединиться либо к Орде, либо к Альянсу, конечно же, да. Понятное дело, что это выбор игрока каждого. Ну и есть куча разных вариантов кастомизации, как вы можете заметить. Можно инкрустировать в тела драгоценные камни, татуировки, бороды. But I really like the beardless guy with the bushy blonde eyebrows. He looks so cool. He's just kind of like, yep. Но мне больше всего нравится вот этот блондинчик справа, без бороды и с густыми бровями. И еще одна культура — Арати. Yeah, and you probably have questions, right? So these are descendants of the original Arathorian Empire, and they've arrived relatively recently and through some somewhat mysterious circumstances. And they find themselves trapped here within Khazalgar. Я забыл, как это переводится. Будущее поколение тех, кто был раньше, короче, вот так. Загоревший Басков. Хорош. Возможно. Они управляют святым светом, они являются бастионом света против тьмы и постоянно находятся в каком-то сражении, unrelenting struggle. Их воздушные корабли используют тоже священное пламя для того, чтобы работать, ну, на батарейках. Своеобразно.
Сражаются они с какими-то подводными существами, которые постоянно на них нападают. Но в то же время это ничто по сравнению с угрозой снизу. Это не рубы. These bastions of light against the darkness are far from home and limited in number. Sure would be terrible if there was also division within the Arathi ranks. Just saying. Ну и учитывая, что они и так плохо справляются, было бы, конечно, ужасно, если бы у них еще и внутренние распри какие-то были, не правда ли? А вот и Нерубы. Блин, дизайн классный, мне нравится, слушайте. Гуманоидный, четырехрукий, маникюрчик хороший. Древние выжившие Черной Империи, последнее королевство, эволюционировавшие нерубианцы. И за счет того, что они постоянно нападают на Арати, они очень хорошо отточили свои скиллы в войне. Но Арати при этом как-то еще умудряются выдерживать этот набег нерубов. Через алхимический какой-то процесс предвестник Салатат смогла провести эволюцию нерубианцев, что сделало их еще более яростными и жесткими. Вот только не все нерубианцы разделяют энтузиазм предвестницы в таких изменениях, эволюции и так далее. И сформировалась некая внутренняя оппозиция ее желаниям, устремлениям. А вот и модельки нерубов. Ну и пустые места для того, чтобы вы могли просто оценить их рост. The team is hard at work building out the full range of carapaces, carapae, I don't know, whichever, skittering legs, grabby arms, piercing spiky bits, and creepy eyes for you to enjoy, I guess. Жуткие глаза, всякие такие конечности. The surface of Kazalgar is our first zone, called the Isle of Dorn. Остров Дорна. Дом вот тех земных дворфов. Блин, прикольно. Ну, понятное дело, что все гномы, которые живут на поверхности и делают там жилища, это, блин, всегда будут отсылки, как по мне, к хоббитам из «Властелина колец». Ну, только у хоббитов все там круглое, да, норы их. А тут более такие острые прямоугольные углы. Lava-like fluid. Lava-like fluid. Я, помнится, такие запросы делал в Stable Diffusion, когда арты пытался для канала создавать. Блин, красиво. Зоны классные. О, молот Тора. Давно не видели. But for the most part, the existence is fairly relatively peaceful, fairly sort of peaceful. Their comfortable homes are often situated near the places where they once labored as adherents to the edicts. Those sites are now in disrepair, and in some cases, the lair of other creatures. Много что уже стало разрушено. И кое-какие места стали местом обитания жутких монстров. And it's here that a traveler will find the expected amenities of a capital city, as well as the Titan Causeway. И именно здесь будет то, чего мы ждем от некой столицы дополнения, где все люди, все игроки будут находиться, торговать и так далее. А это подземная часть этих земляных гномов. Кузницы, водопады.
Maintaining these tightened mechanisms and keeping everything running is both the responsibility and the passion of the machine speakers. The Earth has shifted to Это вот племя машин-спикеров, говорящих с машинами, это их обязанность, их ответственность все это делать, но и также это еще и их страсть. О, не трожь свечу! Ого, здоровый кобальт! Только это ж не совсем кобальты, да? Кобальты, по-моему, по-другому немного в Вовке выглядят. У этих какой-то чуть-чуть другой дизайн. Ну, блин, ребят, вы графоний чуть-чуть как-то получше сделаете. Ну, ребят, 2024 год будет, когда вы выпустите это. Ну, модели слишком низкополигональными стали уже. Король свечи, Candle King. Don't take candle, не трожь свечу. And in the knowledge required to perform the various routines to tune and repair the processes. The old ways have been forgotten, and new creative methods must be employed if the edicts are to be obeyed. So they're kind of making it up as they go along. From the ringing deeps, we descend further into Khazalgar to reach Hollowfall, a vast hollow area in the earth, bordered by an endless underground sea. This tenuous foothold under the bright light of an enormous crystal has allowed the Arathi to survive. Ух ты. Это земля Арати. Из Ringing Deeps мы попадем как раз сюда. А эта зона граничит с подземным морем. Это земля Арати, вот этих вот священников. Мне это, знаете, что напоминает? Я не знаю, в курсе вы или нет. Была игра Order and Chaos Online. Фактически это Вовка на мобилке, которая выходила в 2011 году. Так вот, они там представили как-то расу, класс Flame Knights, огненные рыцари. И вот Арати мне пиздец как по дизайну напоминают этих пламенных рыцарей. Вот серьезно. Вот это вот все красно-желтый дизайн, вот этот вот прям один, ну не один в один, да, но очень близок к тому, что я видел тогда в этой мобильной игре. Художественный фильм стырили. И вот этот кристалл, который освещает подземку, сейчас начинаются с этим кристаллом проблемы. Он постоянно меняет цвет, и из-за этого начинаются какие-то плохие пертурбации. Ну, пока что, слава богу, свет всегда возвращался в кристалл. Ну и, наконец, мы попадаем в зону Аш-Кахет. Этот город постоянно строился на руинах города, его постоянно опять перестраивали после падения. И снова, и снова, и снова. Нарубы ближе всего, которые расположены к королеве, либо самые богатые, они живут выше всех, соответственно. Есть трейдинг-хаб. Базар Умбры, как-то так, что ли? Это место, где находятся исследователи, хранители знаний. И много еще секретных и хорошо знакомых мест. Ну, не знакомых, а в принципе известных этим жителям. Но главное — это быть принятым среди нерудианцев. Что-то про феромоны там было сказано, я не совсем понял. Found to be particularly tasty to consume, or just too much fun to torment. The mobilization of forces to assault the Arathi while also providing military might to achieve Xalatath's schemes has stirred up all sorts of inhabitants of the darkness. And deep within the city itself,
The Nerubians are Гонка в gathering an самом odd городе. substance. The black blood of the old Нерубианцы gods for some собирают unknown purpose. But I'm субстанцию, sure that's fine. кровь старых богов. And now I'd like to talk a little Неизвестно bit about our зачем. zone flow. As I mentioned, Маунты, динамический полет. awesome, huh? Обычные, не драконы, обычные маунты. We travel from the Isle of Dorn into the Ringing Deeps, into Hollowfall, and then into Azj-Kahet. In the War Within, all of our zones are connected all together using the airlock technology that we developed for Zarelek Cavern, allowing for this seamless descent from the Isle of Dorn all the way to Azj-Kahet. Все зоны соединены переходами. Of the transition between the Ringing Deeps Zone and flow, так Hollowfall. называемый, As you can seamless see, descent. we Ты built с for одной dynamic зоны flight, and we were able to flow летишь в directly between the другую, zones without the load screen. перемещаясь без загрузочных экранов. То есть ты залетаешь в какую-то дырку, ты по ней пролетаешь и попадаешь сразу в новую зону. И все это на своем маунте. Блин, это круто. Now this blobby map that I've got up here was an early attempt during development of our zone flow to try to figure out how we would stack these zones together and achieve the relationship between their geography and geometry. Это то, как у нас выглядели вот эти вот зоны изначально. Первая попытка того, как мы хотели, чтобы вот это вот погружение вниз осуществлялось в режиме free flow. То есть вот это вот фиолетовый снизу — это нерубианцы как раз-таки, синенькое — это море с кристаллом, Арати. We pursued that goal by introducing the natural cenotes in the Ringing Deeps and leaning into the fantasy of the classic underground foundry and industrial workspaces. So even in the zone that felt the tightest, there's places that look as though they're actually on the surface. And within Hollowfall, we created a massive hollow space in a cavern so vast it feels like an exterior, with a huge artificial sun in the form of a gigantic crystal. And in Azj-Kahet, we leaned hard into traditional Nerubian architecture with hanging nests and huge palaces built all over a decaying city. Ну, огромные. Блин, она начинает повторяться. And that is the last bit of eye candy I have for you today. I hope you enjoyed this peek at what we've got in development. Ну, это последнее, чем я могла вас порадовать на сегодня. Но мне понравилось. Про историю прикольно, и про free flow тоже. А теперь Морган Дэй. Он расскажет нам про новые системы, рейды и данжи. Давай. Кстати, уже полчаса прошло. Быстро. Слушайте, время очень быстро летит, когда смотришь такие штуки. My name is Morgan Day, and I'm here to talk to you about some of the upcoming content, features, and systems in The War Within. I'm sure I'll also make some funny faces that I'll regret later in thumbnails, but whatever. First up, let's talk about dungeons. There will be 8 There will be 8 new dungeons in The War Within, 4 during level up, 1 in each of the 4 zones that Maria just walked us through. 4 данжена будет на время, пока вы качаетесь. 4 данжена исключительно для максимального левела. Руки, Stone Vault, Priory of the Sacred Flame. Sacred Flame, кстати, Flame Knights. So Отсылка, блин. Это первый данж Sinner Brew of Midori, но это первый максимально левельный данж. Midori. Медовая. Знаете, что мне это напоминает? Мне это напоминает данжен в Mists of Pandaria, который был связан тоже с хмелем. Тут у нас тоже какое-то медоварение начинается. Не, ну в принципе, все хорошее новое. Это хорошо забытое старое. Как бы, конечно, Mists of Pandaria это не настолько старое, но все равно. Нерубианский дворец.
Мы обычно настолько рано не показываем такой вещи, но все равно я подумал, что будет круто показать вам вот эту вот карту. Дворец нарубианцев. Извиняюсь. Сталактитовое крыло. Босс. You'll very quickly fall and/or get knocked into one of those giant pits of that black blood of the old god that you'll hear much more about in Ajkahet. And then you'll battle your way through the harvest pits. Там что-то связанное со старым богом, только с трупом, походу, где как раз собирают кровь старого бога. Fight your way into the queen's inner sanctum, where you'll come face to face with her as the end boss. So as you can see, this will kind of feel like a winged raid in terms of the vibes, but in terms of the player experience, it'll actually be quite a bit more linear than what you might be used to for a raid with some winged vibes. So something that I also think is fun to talk about really quick is with all of our dungeons and raids, we like to try to explore like what is the thing that's going to make this space feel really unique, that's going to make it stand out from all the other times that we've built these dungeons and raids. And with this space, we really thought that, you know, given that we have the Nerubian to play with, they've got all these amazing like webs and silken threads that you can kind of traverse. Ну, о дизайне просто рассказывает. В принципе, ничего такого особого, там про паутины растянутые и так далее, как осуществляется перемещение. А теперь давайте посмотрим на различные системы. Ага, давай. So I want to walk you through some of our features and systems at a really high level, but first I want to talk about some of the philosophies that are really guiding us to add these into the war within. Но сначала поговорим о том, So first and foremost, что нас привело we really к want to этому. continue to extend the philosophies of Dragonflight into the war within. And really, when we talk about that, there's three main pillars that I Есть want to touch философия on. Dragonflight, которую мы хотим продолжить в First, we really want to следующем make sure that we're дополнении. focusing on evergreen features. We want to make sure that we're making World of Warcraft better forever and not focusing on things that we know we're going to have to leave behind as we move into future expansions. Хотим сделать мир хорошим для всех. И мы не хотим оставлять что-то, что было раньше. Next, we want to make sure that there's something for everyone. So whether you're a hardcore raider, Впустую, a так сказать. PvPer, a collector, or apparently like Holly, you just love to play tons of alts and run around the world exploring things. We want to make sure that there's something in War Within that you can really geek out over and that resonates with you. And finally, we want to make sure that we're continuing to build on our philosophy and build on our systems and content with people who play multiple characters in mind. We want to make sure... We want to make sure that we're building all of our systems to really respect the time of the player behind the keyboard and not focusing so чтобы much сократить on the время от accomplishments of that винкофермерства, individual character. репутации и тому подобных вещей. Ну, даже говорили о фамильках типа. So let's talk about delves. Delves are a new Delve. feature that will be integrated into the Новая outdoor фича. world experience, where the fantasy of these is actually that you'll be joining the Dragon Scale expedition in their search for lost treasures all across Khazalgar. Присоединяйтесь к экспедициям в потерях... Фу, в потерях. В поиске потерянных сокровищ на Хаз-Алгаре. Evergreen feature интегрирован в экспириенс внешнего мира. Я не знаю, что такое Evergreen feature, к сожалению. Это мимо меня прошло, потому что я не следил за Dragonflight почти никак. А сезонный накат... Что со мной такое, а? Я же не пью вроде. Сейчас, по крайней мере. Сезонный контент и награды. Сезонный накат. But we'll also be adding an outdoor row to the Great Vault with War Within. So that all of you outdoor world explorers will be able to share in the joy of, you know, rushing to the Great Vault every week to collect your loot. Ну и каждую неделю вы There will сможете also be попадать. 13 unique delves that we'll be launching War Within with. Unique And one, delves will 5 scale player from role 1 to 5 players agnostic. and be role agnostic. So that means if you want to play a delve solo, that's totally cool. If you want to go with you and your partner, that works as well. Or you can bring your whole dungeon group in, and the delve will scale based on your group size and 13 уникальных
штук, ну, путешествий, приключений, не зависящих никак от роли. Вы можете попасть в эти приключения либо одному, либо вдвоем, либо в пятером. Это максимум. И при этом там не нужна будет какая-то роль. Вы спокойно это сможете пройти. Сезонный NPC-компаньон будет присоединяться к вам в путешествии. Так что, ребят, интроверты, пожалуйста, контент для вас. Brand will have a customizable talents and mechanics and abilities that you'll be able to kind of load out to suit your playstyle and needs. So, с экрана читает же, да, небось? Customizable mechanics, load them out to suit your playstyle or needs. Даже переводить это не вижу смысла. Откройте путь к огромному сундуку с сокровищами в конце каждого делфа. Как мне интересно это на русский адаптируют? Делф. Делф это ж погрузиться куда-то. Ну, как дайв практически. У меня, честно, нет идей. Либо так и назвать Delve. Вот у меня реально нет идей как-то для официального перевода. А теперь Warband. Это репрезентация всех твоих персонажей со всего вашего аккаунта Battle.net. Шеринг ачивок, ресурсов между всеми вашими персонажами. Мы хотим уважать время игроков. There's actually a ton of additions and modifications. We've talked about a few here. There's no like singular UI screen that says Warbands. It's more of like all these modifications and updates and features are like kind of wearing a big coat that says Warbands on the back of it. It's how I kind of keep it straight in my head. But just to talk about a couple of those cool features, we'll actually be revisiting И мы немножечко переделаем систему трансмогрификации. Appearances in the War Within. So for all of you who have чтобы она была дружелюбной для твинков. So that means all of you who have probably had to run 4 characters through all of those legacy instances just to make sure you're collecting all the appearances, that won't be the case anymore in War Within. You'll just be able to run it with 1 character. То есть ты через старые Legacy Dungeon можешь проносить одним персонажем, собирать весь лут. Не нужно будет 4 персонажами проносить для того, чтобы собрать весь лут, который ты хочешь. Один сможет получить все, что нужно. У меня была такая проблема, я помню ее. Там что-то связанное с материалами, которые твой персонаж не может использовать, его не будет в трансмоге. А теперь таланты героев. Это то, как юзер-интерфейс будет выглядеть у нас. Три дерева на каждый класс геройских. Так что вы можете между ними свапаться и выбирать то, что конкретно вы хотите. Is going to provide a new vector of choice and customization for you and all of your classes, as well as create opportunities for us to really dig into some of those core class fantasies that are, you know, so amazing. Evergreen choice. Что за evergreen? Hero talents will introduce these new, small, self-contained talent trees, like you just saw in the UI. And the way I like to think about it is like. А, у геройских талантов будет свое собственное отдельное дерево талантов. Будут отдельные типа очков таланта, называемые геройские очки таланта. Ага. 3 дерева. Колоссус, Slayer и Mountain Thane. То есть у нас Arm Warrior это Колоссус либо Slayer, Fury Warrior это Mountain Thane или Slayer, а защитный Warrior это Колоссус или Mountain Thane.
Интересно. Так, и как это открывать? Давайте посмотрим, как играть вообще. Автоматически открывается на 71 уровне. Чат. Вот мы и дошли снова до эльфов 80 уровня. Давно не было. Одно очко таланта на уровнях 71-80. В итоге вы откроете, конечно же, все деревья. 10 талантов в общем. С разными выборными точками. So, this should be very analogous to your current talent trees and will follow all the same rules that you used to there. So, at the start of a raid boss, before a Mythic Plus starts, before an arena match kicks off, and anywhere in between. And to wrap us up, чтобы вы могли, получается, переключаться где хотите между ними, как-то так, что ли? So this is a warrior, as you can see, pop an avatar, jumping in. And this next one is that same warrior with the Mountain Thane talent tree. As you can see, Stormbolt hits multiple targets, there's a couple cool new V effects, and a lot of other cool stuff going on there as well. Mountain Thane. То есть он по всем начал урон выдавать. Да ну, а чё так мало? Я больше хотел, засранец. We hope you really liked what you saw here, and if you'd like to know more, please join us tomorrow at the deep dive panel, where нет, завтра нет. Мы смотрим только сегодня. Deep dive это уже перебор. Я и так первый раз смотрю, у нас уже даже текущий deep dive. Потому что даже это для меня deep dive. Раньше я только церемонию открытия смотрел. Ну окей, получается... По World of Warcraft по большей части все. Значит, следующие 1,5 часа мы будем страдать фигней. Потому что там будет Overwatch. А потом будет, кстати, Warcraft Classic. Опять благодарим партнеров. Кстати, 15 минут всего до следующей штуки. Давайте посмотрим, может, по что-нибудь побегаем. Не, матч в доте проводить это такое себе будет, наверное. Я думаю, есть у меня что-нибудь такое веселенькое. Сейчас такое запустить, побегать. Intel. Push your gameplay beyond performance with 13th gen Intel Core processors. Онляп можно. Но что-то мне это... Я ее до сих пор не удалил. Она меня подзадолбала. Давайте я вот так сделаю. Ща. А можно мне это... Да, чтобы не лагал захват окна. Спасибо. Ну и да, вы посмотрите панель задач. Ну что поделать. Ну пусть смотрит. Смотрите, короче. Так. Может, какой-нибудь сериал Сэма побегать, запустить, а? Почему бы нет? Dead by Daylight. Ну, блин, проблема в том, что... В том же ДБД, опять-таки, там неизвестно, сколько времени на катку уйдет, потому что я за маньяков только играю, и много кого не могу купить. Вот в чем проблема. Можно Metal Hellsinger. Кстати, неплохая штука. Forest. Блин, что-то меня на самом деле как-то ничего кроме Serious Sam сейчас не привлекает. А почему бы нет? Например, вот эту вот дебильную Serious Sam 2. Она дебильная, но хорошая. То есть, это знаете, это тот кейс, когда у нас игра вроде бы говно говном. Но настолько плохо, что даже хорошо. Вот так. Уберите мне вот этот вот эффект. Спасибо. Кого это показывает вообще? Power Your Dreams. Так, а может быть у меня в геймпассе есть что-нибудь, во что можно сейчас побегать?
На Велведен я, понятное дело, сейчас запускать не буду. Можно, кстати, Lies of P побегать. Потому что там у нас New Game Plus сейчас. Ха. Идея хорошая, но она жрет много ресурсов. Не. Короче. Так, сейчас, чат. Я настрою. Быстренько, подождите. Я попробую настроить. Да блин, я на паузу не... Фу, я не на паузу не нажал, точнее, а звук не выключил. Сейчас. Где? Там же, ну не так, точнее не то чтобы недавно, но там был апдейт прикольный, где в серии 7.2 стала возможность использовать оружие с 2 рук. Сейчас мне настройки надо сделать, потому что вы даже не видите игру. И она еще и на английском. Сюка. Quality Custom. Full screen, во-первых, уберем. Apply. Ага. Так, я могу переместить? Да, могу. Хорошо, спасибо. Так, а можно мне это... настройки игры русский есть? Нет? Или мы на английском хотим поиграть? Озвучка же русская, по-моему, есть у этой игры. Аудио, мастер волюм, music, movie, voice. Чего? Вы что, прикалываетесь? Я же знаю, что русский есть. Там даже русская озвучка, по-моему, есть. Прикольно. Так, ладно, давайте сначала с графикой разберемся быстренько. Так, текстур максимум, антиалязинг хай, full screen нет. Или full screen да. Ну ладно, давайте full screen, окей. Да. Да блин, ты задолбал перемещаться на другой монитор. Ну-ка. Он хочет? Нет, не хочет. Игра не хочет вылазить на другой мой монитор. Никак. Прям вообще никак. Дрянь такая. Ну, значит, нахрен идет. Я не готов много времени тратить на настройки. Нифига, какой раритет. Так, а что у меня с этим? О, господи, у меня предпросмотр ужался вот до такого вот размера. Сейчас, секунду. Во, все, нормально. Да это что-то жопа, типа, блин. У меня игра не хочет просто выходить на вот этот вот монитор, где у нас сейчас крутится рекламка. Ну, у нас тут, понимаете, еще 8 минут осталось. В принципе, можно попробовать посмотреть как-то, что с этим сделать. Но, блин, я не хочу просто на другом мониторе играть. Это неприятно. Прям совсем неприятно. Может, что-нибудь еще есть полезное? Ну, как полезное в плане стима. Реально, вот мысли просто в доту залететь сейчас до тех пор, пока не будет... что у нас там? До тех пор, пока не будет показано, что у нас будет в классике World of Warcraft. А классика это когда, простите? А, то есть нам до этого еще час ждать. То есть до качественного контента нам еще целый час сидеть ждать, пока нам не расскажут что-то мусорное про Overwatch 2. Ну, что поделать, будем ждать. Я хочу посмотреть, что там в классике. Ну, потому что они сказали, что в Катаклизме будет что-то с изменениями. Я хочу узнать, что это за изменения, блин. Мне интересно. Можно, в принципе, Skyrim запустить. Как вариант.
Или ном. О! Чат. Я знаю. Сейчас будет лагать. Сейчас будет лагать. О, доброго вечера, Кремников. Спасибо за рейд. Чё, как делишки? Чё проходил? Lies of P? Помнится, ты говорил, что Lies of P там сейчас проходишь. Чё, как у тебя с Dead Space дела? Он перестал тебе убивать систему? Welcome to NVIDIA RTX Remix. At any point during gameplay, press Alt-X to access the remix menu. Ура, оно работает. Привет, доброго вечера, Камаша, доброго вечера. А мы тут немножечко смотрим Близзкон. И пытаемся сейчас не помереть от скуки, когда они будут показывать, что же будет дальше в Overwatch 2. В ожидании, так сказать, того, что будет в... Ну, игра, вернись на экран, пожалуйста. У меня тут звук отключен, если что, поэтому не пугайтесь, со звуком все хорошо. Чё? Да, кстати, если кто не понял, это Портал. Это Портал. Портал with RTX. Годное было что-нибудь? Dead Space не пробовал с того дня. Ну, как по мне, по World of Warcraft очень хорошую тему рассказали. Они анонсировали сразу 3 будущих дополнения. То есть у нас будет целая сюжетная ветка, одна проходить, через все 3 следующих сюжетных дополнения. И все это связано с мечом, которым Саргерас ударил в Азерот перед его заточением в Легионе. Наконец-то эта ветка продолжится. Да. То есть прям расхайпили. И все это показывал и рассказывал на открывающей церемонии Крис Мэтсон. Он очень сильно аудиторию захайпил. Все вот как я помню со старых Близзконов. Он красавчик просто, это вообще без вопросов. Так, сейчас. Сейчас. У нас 26 минут. Ну, единственное, что я успею сделать в портале, это оттестировать настройки. Запустить до того, как стартанет Overwatch 2, мы не успеем, к сожалению. Сейчас я настройки быстро сделаю. Так, видео, разрешение, на весь экран, оконный No Border. Применить. Переместить. И блин, тут же все через жопу. Сейчас. Игра вылетела, во. Шикарно же, пересмотрю в повторе тогда. Ну, блин. Вот, кстати, трейлер. Финал, синематика. И все 3 названия для будущих дополнений представили. По-моему, круто. Нерубианцы будут, подземные паучки. War Within. World Soul Saga. Это они так назвали вот эти вот все 3 дополнения. В 2024-м. Осенью. Да-да. И реклама, конечно же. Которая идет нахрен, потому что я пытаюсь запустить портал with RTX. Сюка. Запускайся давай. У него просто нет настройки того, какой монитор выбрать. В этом есть небольшая проблемка. Сейчас мы попробуем вот сюда переместить и сразу здесь заняться настройками. Так, Escape. Escape. Вот видите, тут небольшая проблемка. Сейчас я попробую как-то... Так, настройки. Разрешение. Можно... Низ. А, тут... сейчас как-то... Блин. Да иди... Как мне вот... Ладно, давайте сейчас попробуем все-таки так. Переключимся на другой экран. Да, кстати, Overwatch Deep Dive уже сейчас начнется скоро. Широкоэкран 16:9. Ой, господи, как же это сложно со старыми играми. 2560 на 1440. Применить. Оконный No Border. Переключить на другой монитор. Отлично, оно работает! Надо будет затянуть в 2024. Да. А ты представь, если это еще в геймпассе будет. У меня есть полная надежда на то, что выпустят в геймпассе подписку Warcraft.
Если это так, целую пол, по которому ходит Фил Спенсер просто. Но пока об этом нет никакой информации, и игры Blizzard только в 2024 и начнут в геймпассе появляться. Но здесь мы говорим о Call of Duty, соответственно. Блин, у меня прям орёт в наушниках. Сейчас. Это у нас портал RTX, если чё. Высокие, коррекция света почему-то выключена, прорисовка средняя, отражать все. Без сглаживания, я ненавижу сглаживание, синхрону пусть будет. Многоядерный рендеринг включить, поле зрения 90, это мое, размытие выключить. Bloom. Расширение Windows Air, окей. Так, аудио, мышь, порталы, окей. Так, а теперь мне, как там, Alt-X... Да, вот, это у нас настройки для RTX системы. У меня сейчас включен DLSS 3.0. Пресет на High. Motion Blur. Video Memory 42%. Custom мне, пожалуйста, DLSS. Да, в любом случае DLSS. Super Resolution режим. Quality хочу. Рефлекс включен. На буст. На буст мне, спасибо. Ну-ка, попробуем на ультре. Что будет? Я хочу посмотреть. On. This will save. Save settings. Спасибо. Close. Так, давайте мы быстренько посмотрим, что у нас там сейчас происходит на Близзконе. У нас сейчас 0:30, поэтому мы возвращаемся временно на Близзкон. У нас тут на Overwatch 2 новый герой Мауи. Ну, типа Мауи из Мааны. Крутой пляжный чувак. Сейчас посмотрим, скажут ли они что-нибудь интересное на дипдайве по Overwatch. Ну, Overwatch это вообще не моя тема, поэтому вполне возможно, что мы на часик-другой, до тех пор, пока не будет дипдайв в World of Warcraft Classic, пойдем поиграем в Портал. Это они представляют как раз вот этого персонажа. А, они его чуть-чуть киборгом же сделали. Да, он что-то говорил в ролике про то, что у него 2 сердца. И сиськами играл, кстати. I realized that it's okay to put myself first. Found out that I have a knack for bringing people together. And I learned how to let loose. Я выяснил, что у меня достаточно силы для того, чтобы соединять людей. Бум. Хорош, хорош. I work hard. And I play hard. Я и работаю жестко. Со всей отдачей. И играю жестко. Готовы поиметь фан? Вот как они сделали панельку с Overwatch. Окей. Собрались клоуны. Сорян. Единственная аналогия, которая мне приходит в голову. Реально, я уже говорил, но все равно, что они курят перед тем, как выходят на сцену? Я тоже такое хочу. Заделитесь, ребят. Нарративный дизайнер, окей. Ведущий дизайнер героев. Тестировщик-аналист. Старший. Старший художник героев. Он скинчики создает, скорее всего. Платные.
Ну и да, у нас только 45 минут. Чат, у нас есть 45 минут на портал. Как вы на это смотрите? Я не знаю, Overwatch 2 для меня это мертво по прибытию просто, вот честно. Надо еще, знаете, будет потом, когда я стримчик завершу, у меня есть еще некоторые стримеры и обзорщики, которые тоже это дело стримят и обозревают. Масло масляное, да, извиняюсь, но что есть, то есть, извините. И посмотреть на их реакцию на то, что заанонсили именно World of Warcraft, потому что это мощный анонс. Это, я бы сказал, анонс прям на весь Blizzcon такой. Давно такого не было. Потому что Dragonflight, я помню, когда смотрел, был анонс. Вообще ни о чем. Даже синематик, который тогда был. Я на него вот смотрел, ну, дракончики летают, ну и чё. А тут синематик. Андуин такой жесткий, качественный. Куча эмоций пропитана. А это просто диалог между Тралом и Андуином. И в конце у нас меч на фоне. Все. Но трейлер круче. В нем нет никакого экшена, никаких драконов, ничего. Но он, сука, круче. Как они это делают? Как? Ну, точнее, нет, не так. Они молодцы, что они делают настолько качественный трейлер в этот раз. В данном случае мой вопрос относится к тому, как они могли сделать тот синематик с драконами настолько отвратным и скучным. Ну, опять же, это мое мнение, да? Я не знаю, может, он кому-то из вас нравится, но для меня это фуфло скучное было в Dragonflight. Я в него вообще не играл в итоге. Ну, типа, фу. Ладно. Я старик, я бухчу, да, я знаю. Сорян. Это они все про нового героя, про то, как они его дизайнили, про татуировки на его спине. It's a sacred experience, right. Yeah. And so he had given us his feedback that the depiction of a robot or something without a soul, basically transferring a tattoo, was not the right thing. And so this was what's so fun about meeting these different people, the different culture experts. They really worked hand in hand with the character artists and the narrative designers. Мне не очень, если честно. We had fun figuring this out. And Malga is such a fun and unique hero. This includes his lore, the art, the design history, his abilities. As you all have either played him already on the show floor or at home, because you can play him right now. Для тех, кто не в курсе, да, есть возможность на этих выходных поиграть за этого нового героя только на этих выходных. И тем, кто присутствует на панели в Blizzcon, сейчас там вживую, и те, кто смотрит из дома в онлайне это все. Но вот единственное, в чем прикол этого героя, как по мне, это то, что для меня он выглядит как Зангиф из Стритфайтера. Короче, давайте так. Мне Overwatch 2 вообще не интересен. Я думаю, вам тоже вряд ли. Все-таки мы здесь Overwatch 2 не стримим никогда и никогда не будем. Никогда. Вообще. Разве что на 4 часа, в случае, если кто-нибудь заплатит. Но только на 4 часа, не больше. Хотя нет, даже в таком случае не будем, потому что я не смогу получить доступ к Overwatch 2. Вот и когда он будет в геймпассе, тогда можно. Так что, план банан. Я сейчас иду, беру себе горячую водичку с медом. Оставляю за себя самого лучшего стримера. Это стул. Стул, знакомьтесь, чат, стул. Оставляю за себя стул. Он будет стримить в ближайшие 5 минут, пока я себе сделаю что-нибудь тепленькое. Так что вы можете посмотреть на этих придурков. Ну, не придурков, они уважаемые люди, понятное дело, да, но они немножечко не понимают, что они занимаются не тем, чем нужно, к сожалению, не тем, чем от них хотят, чтобы они занимались, наверное, не знаю. В общем, цирк скукатый. Все. В ближайшие 5 минут. Вот только стул вас может развлечь, хоть немного. Все. Yeah, he's a big guy. Biggest character we made so far. And I mentioned earlier that his name Malga means mountain in Samoan, so we had no choice but to make him big. And as you guys touched on it, he has this. I really like his playstyle. It's very
it feels brutal, but there's a lot of strategy behind the approach. And Overwatch heroes aren't just about their abilities. We take great pride in their personalities too. And the short story that you У mentioned, меня был попкорн, published around и я забыл его сделать. Вот так вот. Представляете, под шоу не заготовить имеющийся у меня попкорн. Кому расскажешь, не поверят. Такой бред лютый. Сейчас я что-то смотрю такой на него, думаю, может сделать. Но в то же время я понимаю, что тот попкорн, который у меня есть с моей микроволновкой, он будет готовиться минут 10, сука. И, короче, ну его нафиг. Тем более мы сейчас будем в Портал играть, да. Просто, я думаю, горячего напиточка хватит. Да, тебе тоже что-нибудь сделать обязательно. He doesn't psychically throw the rock at you. He picks the rock up and throws it at you. And so we decided to pivot during that time. Yeah, so these are both tanks, right? But as we developed the tank kit that became Sigma, we kept coming back to Maga's personality, and that he's this big guy, he's smart, he's very aggressive, and even if he had the ability to psychically throw a boulder at you, he wouldn't. He would pick it up. It's a show of force to pick up a boulder and hurl it at someone. And then along with that, in Sigma's kit, he has his barrier. How does a guy holding two giant guns, named Gunny and Cha-Cha, hurl this barrier out? How does he deploy that? So from a gameplay perspective, that wasn't really working out, so we kind of drew that back. And we released Sigma. We pivoted to Sigma there. And then for Maga, we just went back to the drawing board and thought more, how can we nail down this personality type? How do we make the hero he's supposed to be and not kind of force abilities on a personality that it doesn't really fit with? And so we developed that mentality, but that physicality, and that was in tandem with ability design and then also with art, where we looked at, okay, how do we represent this giant of a man? And it came down to giant guns. Yep. Yeah, it was really, you know, that part was subverting expectations and didn't necessarily make sense for Malga in particular, right? But Rakan, I think the guns, you worked a ton on them. Do you want to go expand on that? Yeah, something that I really love about working on these heroes is how we almost challenge each other and push our different teams in new ways. Malga is super fun, but that's only because the team making him that way. How his design has changed, his story has evolved, and seeing his abilities be refined. Ну что, народ, я сделал себе горячую штучку. Вкусная тема. Просто теплая вода, разведенная медом, прополисом, имбирем, сбитень. Такая штука есть. Супер. Alex, what do they bring to the fight? Yeah, so he has these two guns, but unlike other dual-wielding heroes, such as Reaper, each one does something different, and they can also be fired together, right? Господа хорошие, будьте так добры. Shut up. А мы тем временем посмотрим игру в Портале. Новая игра. Глава 1. Начать. Так, посмотрим, сколько у нас сейчас FPS будет. Ой, твою мать! Ой, ёп! Ох ты ж! Срань господня! Так, я понял. Hello and again, welcome to the Aperture Science Да-да. Computer-Aided Enrichment Center. Привет. We hope your brief detention in the relaxation vault has been a pleasant one. Your specimen has been processed, and we are now ready to begin the test proper. Before we start, however, Это DLSS на автоподстраивании. Сейчас я посмотрю, сколько FPS. serious injuries may occur. For your own safety and the safety of others, please refrain from. Сейчас. The portal will open in 3, 2, 1. Портал. Это портал, чат, это портал. А почему у меня не показывает, сколько кадров в секунду? Алло, игра. Ну, точнее, не игра, а Xbox Game Bar. Дайте раскадровку, пожалуйста. Но мы можем остаться здесь и послушать эту музычку. Всяко лучше, чем слушать бубнёж про Overwatch 2. Нет, мне не покажет FPS, к сожалению. Так.
Я, честно, я не готов к такому экспириенсу. Не, ну отражение класс, согласитесь. Я вот такого вообще не помню. Видимо, придется как-то занижать настройки. Давайте на high выставим график презет. Все, close. Авто. Close. Вот, это уже ближе к истине. Сейчас я вижу 45-50 приблизительно, ну, по моим ощущениям. Ну, блин, обидно на самом деле. Ой, красотень, а. Ладно, давайте сыграем. Хи-хи. А у вас есть RTX 4090? У меня нет, к примеру. И вряд ли когда-нибудь будет. Потому что то, что я буду покупать из нового, это уже, наверное, будет 50 или 60 серия. Скидищ. Не, ну все равно отражение прикольно сделано, мне нравится. Блин, ребят, и вот такие вот тормоза, это с частицы, кстати. Это с DLSS на авто. Здрасте. Забор покрасьте. Ну-ка, а если я попробую DLSS ебануть на ультра перформанс? Ух ты! Вот это 60 FPS, кстати. Нифига себе. Вот это прям true 60. Круто. Ну-ка, ну-ка. А если мы поставим на ультру, график придет? Блин, слушайте, а ведь сохраняется 60. А чё так хорошо стоять? Что-то очень хорошо, прям я бы сказал. Ну-ка, а если просто перформанс? Ультра это слишком, по-моему. Ага, вот на перформанс вижу просадки до 40 где-то. Блин, давайте попробуем на перформанс. Это все-таки не та игра, от которой прям жесткие 60 нужны. Вот это класс. Вот это вот. Вот это. Я когда первый раз это увидел, честно, я прибалдел. Прозрачная, сука, кнопка, из-под которой льется свет. Не, ну круто же, согласитесь, да? Е взять предмет. Е поставить предмет. Excellent. А можно мне, пожалуйста, это настройки аудио. А субтитры есть? Хочу субтитры. Мышь, аудио. Кстати, тип динамиков, наушники, во-первых. Вот, субтитры. Все, пожалуйста. Спасибо. Применить. Почему-то, кстати, у меня стоит язык озвучания русский. И это GLaDOS говорит на английском почему-то. First, however, note the incandescent particle field across the exit. This aperture science Звук поменялся. У меня сейчас реально стало разделяться справа-слева каналы. Клево. For instance, the aperture science weighted storage cube. Я настолько сегодня много болтаю, что мне прям реально нужно что-то тепленькое, горло немножечко это огладить, скажем так. Шмяк. Поместите экспериментальный утяжеленный грозовой круг на 1500 мегаваттную экспериментальную сверхпрочную сверхударную суперкнопку. Или как-то там сверхкнопка она названа. Точно, тут же надо, да. Я немножко тупанул. Окей. Успел. Успел! Спидран, чё? Идеально. Немедленно покиньте исследовательскую камеру, поскольку продолжительное воздействие исключения кнопки на организм не является частью данного испытания. Стоямба. Давайте мы все-таки субтитры только в диалогах сделаем, а то вот эти вот все лифт двигаются и так далее, ну его в задницу. Загрузки! Это Старфилд! Это же Старфилд, чат!
Очень хорошо. Обратите внимание, что привкус крови во рту не является частью эксперимента и вызван побочным эффектом работы поля, который в относительно редких случаях может вызывать разрушение зубных пломб, коронок, эмали и самих зубов. Вы мне дверь откроете, спасибо. На ней прям реально отражения видны. Хорошо. Теперь вы вооружены опытным образцом экспериментального переносного устройства создания порталов. С его помощью можно открывать порталы. Доказано, что межпространственные путешествия абсолютно безопасны, в отличие от самого устройства. Не касайтесь только его рабочего конца. Не смотрите непосредственно на рабочий конец устройства. Не погружайте устройство в жидкость, будь то полностью или частично. Пошла в жопу! Говори дальше, я задолбался тебя... бз-бз. Ну, спасибо. Вот, она пошла в жопу, как я и попросил. Она просто сделала бз. Так, знаете что? Давайте только сохраним эти настройки. Пошла в жопу. Пошла в жопу. Пошла в жопу. Просто прерываем дуру. Реально Старфилд. Ох уж эти отсылочки. Мне же нужно... Вот. Блин, вот эти вот частицы, они, конечно, немножечко FPS дропают. О, вот это, кстати, прикольная тема. Мне всегда нравилась. Бесконечное путешествие. Йо-ху! Ладно. Да ты серьезно? А под ним открыться не судьба? Ладно. Я же его захватил, нет? Я думал, захватил. Ну ладно, можно вот так сделать. О, как она ложится может, слушайте. Так, подождите. Что там по Близзкону? У нас Overwatch 2 до сих пор, да? А сколько по времени? 0:51. То есть они болтать будут еще 10-25 минут они еще будут болтать, потом будет реклама, и потом будет дипдайв в классик. Вот то, что мы прям ждем. Так что пока продолжаем дальше. У нас есть еще минут 40 на портал. Езжай, давай. Спасибо. Спитень с теплой водичкой разведенной. Вкусняха. Не? Не канает? А вот теперь канает. Буду делать, что хочу, отвали. Все, кубик вывалился, да? Ну, прекрасно. Так, только теперь мне нужно самому за ним сходить. Сюда. Нет, стоп, стоять. Так. Так. И вот так. Не, ну свечение из-под кнопок, это, конечно, клево. Ничего сказать не могу. Да, дроп FPS, но, блин, а что поделать? Извините, не 4090, да. У стримера не было денег на 4090. У стримера хватило только на 3060 Ti. Как-то так. As part of a required test protocol, our previous statement suggesting that we would not monitor this chamber was an outright fabrication. Пошла в жопу. Good job. As part of a required test protocol, we will stop enhancing the truth in 3, 2...
Интересно, а вот и правда у нее в английской озвучке там идет голос более человеческий к концу или нет? Мне прям хотелось бы послушать это. While safety is one of many enrichment center goals, the unbelievable. You, subject name here, must be the pride of subject hometown here. А чё у нее реально с голосом? А я ведь не слышал этого раньше. Да, и я сейчас буду стараться поменьше говорить, потому что мне впереди еще пытаться переводить Deep Dive по классике. Не, красиво. Вот это вот свет из него выходит как. Все, свет кончился. Now use the aperture science on stationary scaffold to reach the chamber lock. Я что-то вот немножечко затупил сейчас сначала. Ань! Рано. Блин, капец, освещение жесткое. А, вот. Я не заметил, оно слишком прозрачное. Please note that we have added a consequence for failure. Any contact with the chamber floor will result in an unsatisfactory mark on your official testing record, followed by death. Good luck. Это было близко. Так, а чё, куда надо? Туда, да? Не, ну я в принципе понял. Ауч, нет, не понял. Минус. Я лох педальный. Так, дайте я сначала разберусь. А, вон туда мне надо. Да, я что-то немножечко это протупил. Бывает. Стой, сука! Успел, ха-ха. Говнецо, блин. Да, конечно. Я знаю, что если я упаду туда, я сдохну. Не надо мне тут. The Enrichment Center regrets to inform you that this next test is impossible. Да, следующее испытание непроходимо, конечно, какой ужас. Так я тебе и поверил. Fantastic. You remain resolute and resourceful in an atmosphere of extreme pessimism. Специально созданной атмосфере глубочайшего пессимизма. Спадки уже хочется немного. Хера ее там корежит. Это... А, ну да. Точно.
Как у нас тут, чем больше скорость влета, тем больше скорость вылета, да? Spectacular. You appear to understand how a portal affects forward momentum, or to be more precise. Блин, я немножечко не так подумал. Бывает. Momentum, a function of mass and velocity, is conserved between portals. In layman's terms, speedy thing goes in, speedy thing comes out. Speedy things goes in, speedy things goes out. Да уж, спиди. The Enrichment Center promises to always provide a safe testing environment. In dangerous testing environments, the Enrichment Center promises to always provide useful advice. For instance, the floor here will kill you. Try to avoid it. Спасибо. Надо вспомнить, что тут делать. Все, вспомнил. Мне нужно, чтобы он сюда портал закинул. Так, нужно как-то... Вот это говно. Ага. Дождаться вот этого портала в первую очередь. Вот так. Угу. Прекрасно. Куда это меня сейчас дропнет? Не туда, куда мне надо. Однозначно. Это мне тоже сейчас не поможет. А вот это поможет. Дайте, дайте пушку. Пушку дайте. So that it can now manufacture two linked portals at once. As part of an optional test protocol, we are pleased to present an amusing fact. The device is now more valuable than the organs and combined incomes of everyone in Subject Portal here. Как это говно долго ездит. Камеры. Камеры. Нет камер. Хорош. Блин, много осадка. Прикольная музычка. Чмяк. Да, двигайте, двигайте, давайте. Угу, спасибо. А я смогу допрыгнуть? Уи, бэм.
That hurts, you know, son of a H. X2 hurts. Уи. Что у него за помехи там, алло? Что происходит? Ей это и нравится, как я летаю так сильно. А, точно. Very, very long time. FPS прям опять сильно просел. Я прям вижу. Тут не нравится мне это. Так, во-первых, раз минус. Так, мне нужно оттуда потом спрыгнуть сюда, но для начала мне нужно какое-то говно активировать. Для этого мне нужно оттуда куда-то... А, куда? Подождите. А, господи, я слепой. Я немножечко слепой, все. Да запускай давай. Глушилку свою. Так, только что мне это даст? Это вот это вот? Да, это вот это активирует. Поймал. Я его поймал, чат. Ура! Что мне это дало? Это мне дало одну вот эту говняху. А со второй... А, ну, господи, там же... Изи. Изи, я же говорю. Иди в жопу. Блин, у меня уже глаза болят. А нам еще целый час сидеть. Так, у нас сейчас час 05. То есть через 10 минут где-то они закончат звездеть про Overwatch 2, да? Что у них там сейчас? А, это уже реклама, что ли, прошла? Ну, точнее, они уже закончили про Overwatch 2 говорить? Серьезно? Так быстро? Ну да, слушайте. Жестко. Окей. Так, в 3:30 у нас что дальше по классике Warcraft? In the beginning, I was all alone. Trying my best to do some good out there. But it didn't take long to realize that with the right friends. Все, продолжаем. Там реклама. Слишком много рекламы. Блин, а мне по голове жестко она дает, прям если что. Прям жестко. И звуки на самом деле такие, как будто там кто-то что-то печатает на клавиатуре. Так, чё? А, я понял. Стример понял, стример не дурак. Все, спокойно. А, не надо орать. А, тут, то есть мне еще и лестницу поставили, спасибо. Хотя я мог просто через портал это ускорить, но окей. Ну, вы сейчас серьезно, да? Что мне с этим делать? То есть мне нужно запустить его в ту же жопу, да?
Так, ну-ка вернемся. Сейчас вернемся по-быстренькому. Я сейчас хочу посмотреть траекторию, куда это все в итоге попадет. Мне нужен один портал вот там. И оранжевенький нужен на другой стороне для того, чтобы шарик туда закинуть. И все, по сути. Ну, давайте поднимайтесь, что ли, я не знаю, быстренько. Ну, мы подождем, я думаю, мы подождем. Ничего страшного. Изи. Призовой лифт. Теперь это у нас призовой лифт, да? О, ща. А я могу? Хотя, скорее всего, нет. Где-то что-то взорвалось. Ща. Нет! Он сгорел! О, наш друг Кубик сгорел. Блин, сюка. Ладно. The Enrichment Center is committed to the well-being of all participants. Cake and grief counseling will be available at the conclusion of the test. Ой, я попал. Прикольно. С первого раза. Хе-хе. Окей. Пошла нахер. А, точно, тут же нельзя. Что-то я это туплю. Надо бы просто вот так сделать. И потом быстренько снять активацию порталов. Изи. Оно не будет активироваться? Видимо, мне нужно руками активировать где-то. Ага, хер. Руками не активирую, понятно. Так, это что мне значит надо? Мне, во-первых, надо сделать вот так. Во-вторых, вот так. Точнее, даже нет. Вот так. Я вылетаю и делаю еще один портал. Так, и вот там он постоянно отскакивает, да? Здесь я могу ехать. Могу? Нет, не могу. Для этого мне нужно активировать вот это говно. Ну, прыгаем, что ли? Ага. Так. Оно ж должно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, херня получилась. Ой, совсем херня получилась. Ой-ой-ой. Ой, опять херня. А, все. По направлениям, да. Что-то я немножечко это... Процессор делает 70, 90, 120. Не, процессор делает 60. А вот карта делает около, ну, графическая около 80. И это у меня настройки на перформанс DLSS, и тут все на ультра. Кстати, свободная видеопамять 0%. 0. Так, а все, я активировал, да? Ну, полетели, получается. Я ж смогу, надеюсь. Я ж долечу? Скажите, что долечу. Да, долетел. Прекрасно. Ага, окей. Да. Что-то тут очень... Блять. Тут очень сильно лагать что-то начало. Очень. Ну...
Я кликаю. Игра, ты долго будешь мне мозги драть? Спасибо. Ну, даже не спорю с этим, Геворг. С этим утверждением как бы спорить проблематично. А, не получилось, не фартануло. Ну вот здесь вроде более-менее. Я просто не стал на ультра перформанс DLC ставить, ну потому что это совсем жопа. Можно вот, я не знаю, ультра перформанс сделать, да? Вот, все, 60. Но, блин, качество снижается и начинаются вот такие вот говняхи. Мне вот это не очень нравится. Типа пусть хотя бы на перформанс стоит. Так, а куда... Так, это зачем? Для того, чтобы туда запрыгивать. И что мне это даст? А, тут есть лифт. А зачем мне лифт, если тут можно портал прокинуть? Я уже не помню все эти тесты на самом деле. Ага, и это время определенное. Стой, стой, стой! Падла. Так это... А, чё? Ой, меня что-то залагало? Это же дверь должна открывать, нет? Или я что-то не понял, подождите. Сейчас он разобьется. Нам еще долго ждать, да, пока он разобьется? Да, я бы уже 100 раз успел нажать. Ладно. А? Я слепой. Сука. Блин, не получилось. Ой. 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 Прикольно. Я немножечко это тупанул, да. Ну, бывает, чё. Да блин. Ладно, он там, в принципе, быстро сдохнет. А, так мне, господи, мне легче просто вот этот вот телепорт сейчас. Вот так быстро переделать. Все. Для фонд повышения девичьей самооценки? А? Что? Не понял. Так, у нас там 1.17. Я на всякий случай чекну. Это что за вибратор? Нахер. Нахер, нахер. Нет, ребят. Не сегодня. Due to mandatory scheduled maintenance, the appropriate chamber for this testing sequence is currently unavailable. It has been replaced with a live fire course designed for military androids. The Enrichment Center apologizes for the inconvenience and не, ну хотя дроиды есть. В анонсе дроиды есть. Vital testing apparatus destroyed. Ой, слушайте, и правда милые голоса.
Vital testing apparatus destroyed. Hello. Please put me down. Please put me down. Ow. Ow. Searching. Hey. Shutting down. Shutting down. Vital testing apparatus destroyed. Не, и правда прикольно. Activated. Target lost. А вот у нас и секреточки начались. Help. Tasty. Музычка, кстати. Тортик — это ложь. Hello, can I help you? Да, вот это, конечно, не, ну, согласитесь, на RTX это красиво смотрится, вот эти все отражения. Help! Help! Молочко. Да, кто-то тут жил. Вместе в обнимку с 4090 RTX кто-то тут жил, ага. О, кстати, эти штуки двигаются, прикольно. Это у нас что, дистанционная печка, да? Для сковород. Это ж материнская плата, алло, это компьютер, блин. Какая нахрен печка для сковородки, твою мать? Что я несу? Ладно. Вы этого не слышали, подождите, а туда попасть... вроде бы нельзя. Да, нельзя. Все, пусть закроется. Или оно не может закрыться? А, не, оно не может закрыться, окей. Поиск. Бэм. Ой, 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 ой. Я что-то немножечко опять затупил. Так, подождите, а что мне тогда с ними сделать? Ну, я-то их хочу жахнуть. Но туда не получается. Погодьте, секундочку. Типа можно, да, конечно, вот так сделать. Ну, а что мне это даст? А, так... Я же могу вот так встать. Ну, наверное, могу. Ща. Где? Ага. И теперь я выхожу со следующим. Ага. Больно. Пошла нахрен. Ой, как она ебошит, а. Эй, это я! Это не ты. Это кто-то за тебя. Подождите, а я туда могу забраться? Ведь, наверное, ж могу, да? Ведь явно не просто так здесь сделана лестница. Ау! Хера себе меня оттолкнуло. А там что-то есть? Но это явно же не просто так, подождите. Я хочу посмотреть. Потому что вот там я, по-моему, не был. Эй, чё?
Простите. А если... Сейчас. Ага. То есть выглядит так... Чего? Дай. Ага. Выглядит так, как будто туда нельзя. Окей. Совсем охренело. Ау. Серьезно, я не достаю тупо. А, так. Critical error. Пошла нахер. No hard feelings. Блин, реально милые. Мне нравится. Пошла в жопу. А, точно, мне же... Надо что-то положить. Вай! Вы что, охерели? А если я... Ой. Ну, сдохни, короче. Да я просто отсюда выйду. I have put you down. Well done, Android. The Enrichment Center Так держать, Android. А для андроидов это реально место, в которое ты отправишься при первых признаках неповиновения. Блин, как мне это убить? Companion Cube. Куб компаньон. Обнимашки. А я могу вот так? Вот так. Нет? Не могу. А, но он меня может задавить, кстати. 17? Какой нахрен 17? Вы чё, прикалываетесь? Это же какой-то там 10-й по счету тест. Явно ж не 17-й. The symptoms most commonly produced by enrichment center testing are superstition, perceiving inanimate objects as alive, and hallucinations. The enrichment center reminds you that the weighted companion cube will never threaten to stab you and, in fact, cannot speak. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Начинается хардово. Что-то совсем хардово. И это... сохранение прошло. Ну, по идее, да. Сейчас еще раз F5. Потому что у нас тут это... Через 3 минуты начало. World of Warcraft Classic, what's next? Ну, давайте ждать. Я пока сухарики погрузу вам в микрофон. Твою мать. Ты рассыпал. Бывает. Ребят, бывает. Аккуратнее открывайте упаковки всегда. Ну, конечно же, я пошутил, что я буду в микрофон жевать, я его выключу.
Хорошая гренка с чесноком, кстати. Ща, я хочу посмотреть. Ни хрена. 35 тысяч смотрят. А это прилично, кстати. Да, это прилично. Некоторые общие игровые презентации зачастую бывает смотрят там, ну, от силы 1002-3. А тут 35. Not bad. Not bad. Поручите это мне. Ну, опять-таки, купите легендарную коллекцию. Вот это вот все. Ну, что ж, минутка осталась. Я вот не знаю, что думаете, включить субтитры или нет? Мне что-то так впадлу чисто аудио пытаться переводить. Давайте реально сабы включим. Я хоть не буду пропускать какие-то важные приколы. Omen. Game Life. Xbox. Power your dreams. Mountain Dew Game Fuel Mystic Punch. Redeem points for gaming rewards and exclusive items in Diablo 4. NVIDIA GeForce RTX 40 series and NVIDIA Reflex, the highest FPS and lowest latency on PC. Secret Lab, award-winning comfort engineered to support your every move. Experience the ultimate performance gaming seat. HyperX, we're all gamers. Good Что, afternoon, начало? everyone. Here's our next presentation. Смотрим. World of Warcraft Смотрим. Classic. What's next? Музычка топ у них. Hola, Blizzcon! Hi! Ты кто? My name is Ana Resendes, and I am А one чё of с the two субтитрами? lead software engineers on the World of Warcraft Classic team. Today, yeah. Lead Soft Engineer. Today, I will be joined by three other of my members of the Classic team. Josh Greenfield, our senior producer. Nora Valera, my fellow lead А, software вот субтитры engineer. вроде стабилизировались. And Tim Jones, our team's lead designer. It is an honor for us to represent the Classic team and talk to you about so many of the things we're working on WoW Classic. Нахер субтитры. So today, let's talk about the Classic journey so far, plus Cataclysm Classic, Hardcore, and a newer season, Season of Discovery. Season of Discovery. Блин, ну как она говорит слово season? Это, конечно. WoW Classic was announced at Blizzcon 6 years ago, and ever since that day, the team worked really hard to bring those precious memories of WoW to you and to me. The Classic journey officially started when you joined us in 2019 back in Azeroth creating a new character. Remembering the importance of having a good wand and being careful of how many mobs you pull at a time. Народ, если что, если что-то будет более-менее интересно, я скажу. Пока что просто болтовня, воспоминания и так далее. Eventually, we hit 60 levels, and we went on to face some of the most iconic challenges, including the Fire Lord himself, Lord Ragnaros. We ran the Gong of Anchorage and saw new Scar Lords walking among us. К тому же я не смогу это перевести, потому что я не играл в классику, но имеется в виду, до Катаклизма я в Вовку не играл ни разу. In 2021, the Dark Portal opened, and us brave heroes stepped forward into a new world to face the Born Legion. In Outland, we learned to fly and see the world from a different perspective. And after killing many Talbot,
We contested Illidan, and turns out, you know, maybe we were prepared after all. Later on, we explored the coldest continent of Azeroth. We arrived to Nordrend via boat of Zeppelin, and we started hearing about the presence of the Lich King. We became masters of vehicles, and if you're like me, indeed press that red button. Yeah, oops. All to prepare ourselves for the ultimate combat and defeat the Lich King on top of Icecrown Citadel. You know, as you heard earlier from our executive producer Holly, our journey to Вы только посмотрите, как зал активно реагирует на ее речь. Тишина полнейшая. Она такая... Одну шуточку выдала сначала, потом вторую про кнопку. Никто не заржал. Вообще. And as we move onward, we look to bring new classic experiences to life. Kata and beyond. We're driven by smart changes as informed by you. So this is Kata for you. You know, but before we talk about all the changes that we're bringing to Cataclysm Classic, let's talk about some of the features that will be returning as your journey to the new level cap. Так, вот теперь про какие-то изменения. So, Goblins will be joining the Horde, Worgens will be joining the Alliance. Гоблины и воргины, понятное дело. Не умеешь ты заводить аудиторию. Ты не Крис Метсон, девочка. Вообще ни капельки. Transmogs are coming back into Cataclysm. Start getting those ideas ready for your next Transmog contest. For the explorers, there's also where archaeology makes its debut. And for our PvP fans, rated backgrounds are coming back. Для любителей фана что-то возвращается. Я что-то это не понял, что это такое из-за того, как она это сказала. Ага. No giant swords just yet, but big changes to Azeroth nonetheless. Along with graphical improvements, literally thousands of new quests await you across different continents. То есть они просто... You will also be able to unlock flying in Azeroth. As the world Полет в changes, Азероте. it comes with some of the most iconic dungeons and raids that you have ever experienced. All in all, this comes with 5 Девочка волнуется, по-моему. 10 new dungeons and 7 new raids. And speaking of those raids, Cataclysm had a hugely Мне кажется, чат, или все это уже было? Ну, то есть вообще ничего не поменялось. After defeating our two-headed mage Cho'Gall, a surprise appearance from Sinestra waits. Later, we will venture into Консорт Смертокрыла. А такой был, да? Seeing Ragnaros take his first baby steps. Ну, Рагнарос. They grow up so quickly. This is, you know, this is just some of what we know, but, you know, what are we bringing new to Classic? What's new for Cataclysm Classic? Ну, давай. We have seen a ton of positive feedback in the community around the new Titan Rune dungeon system in Grad, or as you might know it as Heroic Plus. Новые сложности данжена, Героик Плюс, награды. Я просто за классикой не особо следил, так и не особо следил, интересно так иногда послушать бывает. For you to experience these new takes on Cataclysm dungeons. We will be making updates to the guild advancement system introducing Cataclysm. We want to ensure that guilds that are on the smaller side are not left behind. In past years, we heard from you about wanting to have collections UI in Classic. So we're happy to have introduced that in our final patch of Grad. And now Transmogs will live in it too, and they're gonna be account-wide. So get all those alts together and get all that gear. Трансмог на весь аккаунт. То есть то, что было введено только в Легионе, по-моему, если я не ошибаюсь, или в Battle for Azeroth. Гильд прогрессии, трансмог на весь аккаунт, большая скорость патча и более быстрый левелинг до 80 уровня. То есть это вот эти вот изменения, да? Это об этом речь была? We also have other topics of discussion in the team. But as we said, WoW Classic started as a love letter to the community. And we continue to look to you and you to provide great feedback. So if you're here at Blizzcon, please swing back the Darkmoon Fair that is over there. There's a mailbox where you can submit any questions you have. And for those of you at home, talking to you, there's going to be open threads in all the WoW forums in every region.
and we look forward for your thoughts about all things classic. Thank you again for taking this journey with us as we venture forth into our mysterious future. Speaking of the amazing contributions from the community, let's talk about hardcore. Yeah, hardcore! Вот на это отреагировали люди. Хардкор. Короче говоря, классик Катаклизм идет нахер. Yeah, that's very impressive. That's really impressive. But, okay, who here has died before level 16 hardcore? Те, кто сдохли. Me too. You and I, my friends, that has happened. But in fact, you're not alone. О. You have joined the graveyard alongside Смерти персонажей по классам. Шаман меньше всех дох. Чаще всего дох Хант. Потом Вар, потом Маг. I do not have a data table for this, but let's take a look at some reenactments of the 3 most common environmental deaths in hardcore. 3 самые стандартные смерти в хардкоре. Who else was looting that final mob and forgot to take a look at their breath meter? Or maybe you were too busy typing in the chat in Ironforge and became one with the Great Forge. Минус в лаве. Лава, вода. Or you misjudged the distance and gravity gave you a moral reminder. Или падение от этого. I've been there. Окей. I mean, these are some Хорошие подборки. Die, you know, but Нравится. On the opposite side, there are so much more heroic ways to die. And we have been super excited to see how players have engaged with our new feature, Duel to the Dead. Mokura. Yeah. We're very impressed by the community events and all the players that have been brave enough to participate in them. It takes a lot. But you know, as Holly mentioned earlier today, we have a new optional rule set coming to hardcore. So we are excited to officially announce that Self-Found will be coming to hardcore in early 2024. Yeah. Self-Found? Это что такое? Players that opt into this mode won't be able to trade, use the mail, or use the action house. Нельзя пользоваться аукционом, торговать и чатиться в почте до максимального уровня. Фига. Жестко. I know everybody wants to hear more about the season of discoveries, so Да. I'm gonna bring in, my senior producer, Josh Greenfield. Thank you. Джош Гринфилд, старший продюсер игры. Wow, look at this crowd. Hello, Blizzcon. My name's Josh Greenfield, and I'm the senior game producer on WoW Classic. I'm here to talk to you today about our new season for Classic World of Warcraft, Season of Discovery. Новый сезон для классики. Today, I'm going to give you an introduction and an overview of what our season is at a very high level, as well as giving you an idea of what our major features are. After this overview, I'm going to hand things off to a few other Classic team members to dig into some specifics about what I'm going to cover. Открытия, спрятанные во всем мире какие-то. So, it seems fitting to start off talking about discoveries. It's in the name after all, so it seems pretty important to the season. Что это, собственно, за открытия When you такие? first start a character in Season of Discovery, it'll look and feel identical to original World of Warcraft. You'll slay kobolds, you'll give все вроде бы lazy будет peons a как bonk, обычно. all the kind of normal things you do when starting fresh in World of Warcraft. When you get to around level 2, however, in the starter zone, your class trainer will offer you a new quest. And this is to go find your first rune. We'll talk about runes in a little bit more in a minute, but дадут новый квест. after that intro quest, the game simply tells you, go find more. Найди And that's руну. kind of where discoveries come in. Discoveries потом are еще essentially больше. secrets hidden throughout the game world. Это They usually спрятанные aren't секретики. quests in the traditional sense. There's nothing on your map to show them to you. This is classic after all. Наши типичные And квесты, some may be ничего as не simple as a показывается на treasure coffer карте. deep in a kobold mine, but many are small events kind of unto themselves, oftentimes requiring more than one player, a little bit of creativity or То есть some keen фактически это observation какой-то skills to квест, obtain.
нестандартный, которого раньше не было. По типу «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». It can sometimes feel a lot smaller than it did when we first started our adventures. Discoveries are a way to disrupt that a bit. Keep the world familiar, comfortable, but add enough new things to find to evoke that sense of adventure and exploration we first felt. Но при этом и это именно еще и новые зоны, и новые вещи, что-то в этом духе. Deep in the next crypt or cave, something exciting could be hidden. One other thing we love about discoveries is this social and information sharing aspect. Ну, понятное дело, тут все будут друг у друга спрашивать, а ты нашел и так далее. Both in and out of game, as players scour Azeroth to find all these little hidden things. We can't wait to read general chat as players begin sharing what they found with each other in real time. We think that social and info sharing aspect is super exciting, and we can't wait to see how long it takes for all these little secrets to be found. In order to preserve this sense of discovery, we will not be holding a public beta or PTR. И не будет никакой беты или публичного тестового сервера. Thank you. Yeah. We want day one of Season of Discovery to feel as fresh. Мы хотим, чтобы вот этот вот первый день, когда вы только погрузитесь, он был прям совсем свеженьким и новым для вас. The last thing we'll say about discoveries now is that we wanted to craft them in a way that really felt at home in original WoW. Many times when playtesting amongst ourselves, we'd find a new NPC or an object, and someone would hesitate and say, like, is this from 2004? Is this new? And we're like, yeah, it's new. That's new to the season. And to us, that's a great success. The idea here is that these things feel as like a natural part of Azeroth as it was at this point in WoW's history. Next, let's talk a little bit about level-banded content phases and what that means. In essence, level-banded content phases are how we're going to approach the level-up journey in Season of Discovery. When we initially launch, the level cap in Season of Discovery will be level 25. Level cap будет при старте After a 25. number of weeks, the level cap will increase to a higher level for the next phase. Будет повышен до следующей фазы. Why a level cap of 25 to start with? Well, Почему our 25 inspiration уровень? for this actually came from the WoW Classic Beta in 2019. We saw how much fun the game was when the level was capped at a lower level, and how players would find new and exciting. Это после того, как мы посмотрели на то, как вы играли в классику в 2019 году, и считали, что это был хороший экспириенс, когда вы играете на мелких We уровнях. also realized how approachable an initial lower level cap could be. We talk a lot internally about approachability on WoW Classic and respecting players' time. There's a major goal of this level-banded approach to really give you a chance to get into it. One of the things we really consistently see on forums or social media too is it too late to start? And oftentimes we'll hear this literally within a day or two of a new release. Obviously, it's never too late to start. И часто мы слышим буквально спустя 1-2 дня после релиза, а чё, уже поздно начинать, да? Ну это все суть того, что они заботятся о времени игроках и так далее. Не, ну сегодняшняя преза в любом случае успех, как минимум за счет Вовки. Стандартный. Крис Мэтсон просто разъебал. Просто всех порвал, я думаю. Ну, красавчик. And then later on, leveling new alts to find all of their hidden discoveries as well. There's lots to do, but we're hoping that you won't ever feel that sense of being behind just because you couldn't play on a given day. We also plan to give a very sizable experience boost to the previous level band every time we raise the level cap. This is kind of similar to Joy's Journeys and Warcraft Classic, if you're familiar with that. Левел капа мы будем давать определенный буст в экспе при прокачке до предыдущего левел капа. So the next thing we want to talk about is in-game at level cap. So when we kind of decided on this level-banded content approach, we had to kind of sit down and ask ourselves, what is in-game when the level cap is 25? And first, I think it makes sense to talk a little bit about our inspiration. And this is something we really keep coming back to a lot on Classic. Since this is a version of original WoW, we wanted to start out grounded in familiar locations and put the focus for the new stuff on fresh gameplay and mechanics in those iconic dungeons and locales. To that end, our first raid in Season of Discovery will be the iconic dungeon, Black Fathom Deeps, reimagined as a 10-player raid instance. Black Fathom. Thank you. Deep.
Что-то там про Reimagine для чего-то. Видимо, для 25-го уровня, не знаю. Новые механики, полный редизайн. Это реальные рейды. Это вполне самостоятельные реальные рейды. Ну и, конечно же, много нового лута. Куда же без этого? In addition to raids, we also really want to play up that PvP aspect. And as a result, we're planning to add several outdoor PvP events to the game as the level caps increase. Thank you. В открытом мире PvP Experience. One of the things we're most excited about is where we go when we start getting to higher levels. We are leaving the door open to the possibility of completely new experiences and the prospects of exploring previously unfinished or unused locales. Другими словами, мы еще не знаем, держим руку на пульсе. I know, I'm excited too. I'm excited too. We think that level 25 is going to be full of great, memorable gameplay that feels right at home in original WoW, but this is just the first step, and we think the best is yet to come. So next, let's kind of change gears and talk about rune engraving a little bit. So this is one of the most exciting new things about Season of Discovery. One of the most consistent pieces of feedback we've gotten from previous iterations of original WoW, such as our Season of Mastery, is that many players would like to try some adjustments to their favorite class or spec. We really wanted to take a chance with Season of Discovery and go kind of wild here, and we did. That's where rune engraving comes in. Rune engraving is a new skill that all Season of Discovery characters know automatically on character creation. Rune engraving allows you to gather, Неужто нельзя было просто красивше сделать, а? Ну, то есть оставить все вот эти вот функции, но просто как-то лучше это все оформить, не знаю. Я почему в классику не хочу играть, это вот как раз таки из-за этого. Слишком уж все старо выглядит. Там, конечно, да, есть моды на, ну, аддоны всякие на интерфейсе и так далее, но, блин. Meaning that you could very realistically splash in, you know, damage abilities with a healing talent spec, so you could solo a little bit better, or you could swap maybe to tanking ability runes to round out the tank spot in your 5-player group. Ну и, соответственно, да, я не в курсе вообще про эту систему встраивания рун. Существует вне системы талантов. Дополнительные слоты для рун открываются с течением определенного времени. Видимо, по прошествии сезона, да. Респект будет стоить куда меньше. Возможно, когда-то у вас будет не только один спек в этом сезоне. Может, можно будет переключаться. Но это так, мысли вслух. Не факт, что такое будет. I'd like to hand this over to one of our lead software engineers, Nora Valletta, to talk about some specific abilities you may encounter on the different classes, as well as to talk a bit about our PvP plans for Season of Discovery. PvP-планы. Ну, блин, это, к сожалению, для меня вообще не интересно. Я не PvP, я PvE игрок чисто. Thanks, Josh. Hey, BlizzCon. My name is Nora Valletta. And along with Anna, I'm a lead software engineer on WoW Classic. Главный инженер по программному обеспечению, назовем это так. In the 1 to 25 leveling bracket across all classes, and we'd love for you guys to go forth and discover them on your own. However, to give you an idea of what to expect, I have a few to share with you today. First things first, I want to share some of the things we had in mind when designing runes in Season of Discovery. One is to shake up the meta. Our seasonal content is a great opportunity to deliver WoW Classic with a twist. With our non-seasonal content, we try to deliver a classic experience close to the original, but with seasons, we have the freedom to experiment with what-if scenarios, such as в то же время, за счет сезонов мы можем экспериментировать. А что вот, к примеру, у этого класса, если бы у этого класса был такой скилл, у этого такой скилл, например?
Хотим дать каждому классу что-то, о чем они могут рассказывать и такие говорить: «Эй, смотри, какой у меня скилл есть». У тебя такого нет, лошара. Но это могут быть какие-то знакомые способности вам откуда-то еще, от чего-то такого. For these, we were careful to make sure they were an appropriate fit for class fantasy. Most importantly, we want Classic to continue to feel like Classic. Many of the iconic spells and abilities you've seen in various WoW expansions feel fitting for that expansion or fitting for modern WoW, but would feel out of place in Classic, so we tried to avoid introducing anything with a новые too спеллы, modern feel которые and made adjustments были wherever it made в sense. актуале, они, понятное дело, нам не подходят, поэтому без них, к Let's take a sneak сожалению. peek at some of those abilities. Давайте посмотрим, что же это за способности. Друиды. In Season of Discovery, you have an interrupt called Skull Bash, which can be used in cat or bear Skull form. Bash. Fury of Storm Rage removes the mana cost of Wrath. Dealing damage with Fury of Wrath Storm has a Rage. chance Ну, to make your блин. next healing touch instant. У вас нарисовано это все, можете Growth почитать. applies a Я heal over time effect не to в your курсе target этих and up to 5 способностей, nearby ни party капельки, members. но... Hello, Hunters. Beast Mastery will increase your pet's damage, health, and focus regen. Growl is now a proper taunt. Explosive Shot is a ranged damage over time ability. And Lone Wolf gives you a damage boost if you have no active pet. Pair this with dual wielding, and you've got yourself a mean melee hunter. Mages. Ice Lance is an instant frost spell that deals triple damage to frozen targets. Insta-Frost. Living Flame causes flames to erupt and chase a nearby enemy, leaving a burning trail in its wake. Блин, вот это прикольно выглядит. Regeneration is a heal, which marks your target with a temporal beacon. Another rune ability called Rewind Time will heal the damage taken over the previous 5 seconds. You can heal other people with this, by the way, Четвертую not just обилку yourself, so нормально I hope не you've made room in your задизайнили в roster for main плане healers. названия. Сделали в одном окне с третьей обилкой. In WoW Classic, they don't have a taunt, but here it is. О, Season of Discovery. таунт для палов ввели. Хе-хе. Я даже не знал, что его не End of существовало Reckoning в is your классике. taunt. Knowing this ability will also increase the threat bonus of Righteous Fury and cause you to gain mana when healed by other players. Crusader Strike is a weapon attack. It's a weapon attack which costs no additional mana and instead regenerates your mana slightly with each hit. Crusader Strike. And Seal of Martyrdom can be activated to cause melee attacks to strike other nearby targets. You'll lose health when inflicting damage with this. However, nearby party members will gain mana based on the damage you take. О, как! Ты получаешь урон, а союзники вокруг тебя регенят ману в зависимости от полученного тобой урона. Жестко. Но вот эти вот угловатые анимации, бля, это пиздец. Animates 3 miniature copies of your character, which will attack your target with a mace, a sword, and an axe, reducing their attack speed, attack power, and armor, Ну, respectively. послушать интересно, конечно, но для меня опять-таки ничего особенного. From stealth, Shadow Strike allows you to teleport behind your target and strike for a nice big chunk of damage. Envenom is a finishing move. It deals poison damage based on your deadly poison doses on the target, and also increases the frequency of applying instant poison for some time afterwards. Just a Flesh Wound is our rogue tank ability. You generate way more threat, you take reduced physical damage, while Blade Dance is active, you're less likely to be critically hit by melee attacks, and your Feint ability turns into a taunt called Tease. Урон снизить. Shamans. О, шаманы пошли орать. Deals offhand weapon damage. Offhand. In Season of Discovery, Enhancement Shamans can dual wield with the help of another rune not pictured here. Happy hunting. Hunting. Healing Rain is a gradual AoE heal which can be placed on the ground, or on a lamppost, or on the ceiling. Way of Earth allows you to Healing perform the Rain. coveted role of Серьезно. Shaman Tank. Путь земли. Way of Earth, Shaman Tank. With this, you'll deal increased threat,
you'll take less damage, and earth shock becomes your Увеличенная taunt. угроза, больше хп, меньше урона принимает варлоки. Haunt deals damage, increases all shadow damage you deal to the target. Ну просто перечисление всех способностей для всех классов, короче, да. Больше ничего здесь вы не увидите, скорее всего. Потому что минут через 10 уже эта презентация должна закончиться. Ну, имеется в виду по классике. Метаморфоза. Активная, серьезно? This is your shapeshift, allowing you to transform into a demon, similar to a druid's bear form, increasing your armor and reducing your chance to be critically hit. Searing Pain becomes instant, Shadow Bolt becomes a melee cleave, and Curse of Recklessness is your taunt. Что-то они быстро убрали слайд. Вары, да. Я любил за Вара играть. Devastate will cause your Sunder armor to deal main hand weapon damage, increased for each stack of Sunder armor already on the target. And Raging Blow is a vicious strike that deals heavy damage, but can only be used while enraged. Now this is just a taste of all the abilities coming to classes in Season of Discovery. And really, bottom line, we want everyone to feel OP. Making virus less OP? No. Making everyone OP. Yeah. Anyways, Пусть все будут overpowered. Enough about runes. Let's instead turn our attention to the ancient forest of Ashenvale in northern Kalimdor. Ashenvale is known for its beauty, its rich natural resources, and its role as a hotly contested territory between the Horde and the Alliance. Мне уже тяжело на самом деле переводить, прям я сам понимаю, конечно, да, все, что говорят, но еще и пытаться переводить это я просто не буду поспевать сейчас, поэтому, ребят, сорян, поэтому уже ориентируемся на слух. Могу вам это сабы включить. Now this is easier said than done. These leaders are tough, so you'll have to work together to take them out. In addition to the main camps where those faction leaders reside, various other camps will spawn across the zone for each faction. The Priestess of the Moon and the Farseer are each buffed by respective leaders in those smaller camps. The more of those small camps you can take out, the weaker your enemy's faction leader will become. Sounds familiar. It's much like Alterac Valley. This event is an awesome way to earn honor, as well as reputation with Warsong Gulch factions, which allows you to unlock some of the best level 25 gear in the game. You'll also be able to earn a mount, which you can actually use at level 25, but only in Ashenvale. It will increase your speed by 50%, giving you the extra boost you need to seek and destroy the enemy. So, come kick some ash in Ashenvale. I'll see you there. Anyways, I've done enough talking. It's time for me to pass things off to Tim, who's going to talk to you about raids and the PvE endgame. Take it away, Tim. Рейды и ПВЕ контент. Окей. Ну, они, конечно, очень долго перечисляли особенности вот этих способностей классовых. Это прям жестко. Но субтитры, кстати, тормозят. Ну, типа, очень долго. Воу. Опять-таки, чувак, ты, конечно, пытаешься, наверное, Крисом Метсоном быть, но нет, не похож. Or chatting in Guild about where to find that new Metamorphosis rune for Warlock. WoW offers one of the richest multiplayer experiences across all of gaming. And Season of Discovery aims to deliver on providing new group content that's both challenging and rewarding. Now first, I want everyone to take a moment with me. Imagine, alongside the Zorm Strand on Ashenvale's north coast lies the ruins of an ancient elven temple to the goddess Elune. Evil stirs within, drawing the likes of the Nogman and the Twilight's Hammer in search of power. Я лучше просто заткнусь. Посмотрите субтитры. У меня уже это язык улетел непонятно куда. Древние эльфийские руины, где там зло начинает восставать.
А может ли это быть больше, чем 5-игроковым данженом? Может. На десяточку, как нефиг делать. New instance challenges for raid groups to experience the max level for each of Season of Discovery's content bands. Поднимаем левел рейдом. А? Что? At level 25, Black Fathom Deeps is the first Первый рейд будет на 25 уровне, да. Мы об этом слышали. Из 10 игроков, в принципе, неплохо. And content phases in Season of Discovery won't be as long as traditional classic expansion patches either. And we want you to have as many opportunities to explore and plunder the riches within. And as such, Black Fathom will offer a 3-day lockout, much like the raid Zul'Gurub. 3-day lockout? Я не знаю, что это значит, к сожалению. Типа, первые 3 дня после запуска сезона, что ли, он недоступен будет? Как-то так, что ли? Я не понимаю другого смысла для слова lockout. And how could we not make raid content without new loot? Existing quests and rewards have also been updated for the raid as well. And you'll even be able to find secrets within the raid. Can you solve the mystery of the Twilight Artisan? Can you find the recipes for И внутри рейда еще и sharpening stones and секретики wizard можно oil? будет искать. And will you be the first group to Not access bad, the not new bad. gold buff Boon of Black Fathom? Вряд ли, конечно, в это буду играть. Мне больше актуалочка по душе. Слишком уж устаревшая графика классики. Let's peek behind the curtain at what challenges await players in Black Fathom. You know, or as we affectionately call it, BFD, not to be confused with BRD or BFA or BWL or BWD. You guys get the idea. Baron Aquinas guards the entrance. No longer a simple quest NPC. You must challenge his elemental lieutenants that inhabit the Fathom Stones and defeat him. And in doing so, you may face off against Aquinas himself atop the infamous jumping puzzle. You know, and jump you must to get in range of the Baron, but beware both the boss and your teammates, because there are many a peril that may knock you off. In all honesty, this boss is lightly tuned, and there are some hidden power-ups below the water to help you return to the platform. Просто про боссов, что ли, сейчас рассказывают? Ну, блин, да, классика какая-то такая скучная получилась, как по мне. Они пытаются что-то новое дать, да, конечно. Самое интересное, смотрите, они Warcraft Rumble оставили на самый конец, который, скорее всего, уже никто смотреть не будет. Вот сейчас, кстати, 42 тысячи уже смотрят. Неплохо. Ну, то есть, у них вот сразу первым пошел World of Warcraft после открывающей церемонии. Прям правильно сделали ребята, что могу сказать. Ну, просто про боссов рейда рассказывали. Окей. А, с ними можно сразиться в демо-версии, доступной там на Blizzcon. Break past Lorgus Jet's magical barriers and corrupted totems. Conquer your dreams as you challenge Twilight Lord Kelris. And good luck against the giant void hydra. Акума, отсылка. And not to forget, there will be glittering prizes awaiting you, including some of these fancy items. Ну, будут, конечно, крутые предметы. Now, telling you all this is great, but I think we'd rather just show you. So it is my pleasure to provide a quick sneak peek video of the raid, edited by the team itself, as though it was pulled straight from a community website in 2005. Please take a look. Это было вытащено из комьюнити в 2005-м.
Dance music. Кошка, ра, кошка, фа. Эпик, чат, эпик. Well, that's it for today, guys. We're looking for placeholder slide. Okay. Remove me. That shouldn't be here. Okay. That should definitely. Okay. Sorry, we should have. Okay. Это, видимо, что-то, что знают фанаты. Я не понял, про что это было, но окей. Вот это прикольно. Типа, они такие облажались и показали несколько картинок, которые не стоило показывать. And your voice. Thank you so much for making the dream of WoW Classic and all the experiences we're working on a reality. Чё, чувак, все, да, я так понимаю. We can't wait to see what else we have in store for the future. We can't wait for you to see. So please stay tuned for Hearthstone, what's next, coming up right after this. Ну да. And we hope you have enjoyed this look ahead at what's next for WoW Дальше у Classic. нас I want to reiterate, Hearthstone. this is just a taste of all that you're going to uncover in Season of Discovery. And for those of you here at BlizzCon, we hope you get to take on the first 3 bosses Warcraft, of the Black Parade on the show Rumble. floor. And for everyone else, we're so excited for you to experience it when Season of Discovery launches worldwide in just a few short weeks. То, что мы хотели, мы уже посмотрели. Ну и сезон открытий будет 30 ноября 2023. Ну это прям быстро они, конечно, скооперировались, все сделали. Красавчики, тут ничего не могу сказать. Так, ну что? Знаете, я, наверное, Портал не буду уже сегодня доигрывать. Так, камера испытаний 17, это было автосохранение. В... Когда? В час 26. А, ну правильно, автосохранение. Все, я думаю, можно входить. В общем, народ, всем, кто сегодня был, спасибо за просмотр. На этом мы тогда, пожалуй, сегодня завершаем, потому что я уже немножечко устал. Завтра у нас будет продолжение Evil Within тогда. А мне еще нужно все это перекодировать сегодняшнее, то, что было, и на YouTube выложить. Поэтому те, кто смотрит на YouTube, не забывайте ставить лайки, подписываться и комментировать. Все. Всем хорошего сна. Всем пока. До завтра.